Окей. Так. Чё, давайте потихоньку начнем. Так, музон офим. И запускаем игру. Так. Окей. Все вроде нормально. Хорошо. Блин, я забыл запись включить. Ё-моё. Вот о самых важных вещах забываю. Так. О, эти лица. Давно знакомые мне лица. Так. Так, а как заранее открыть все сложности? Кстати. Что там есть? Время не ждет, загнанный зверь. Блин, вообще... Я уже столько раз играю в эту игру. Она мне чуть ли не ежегодно. Так. Ага, все вроде. Ну-ка. Ядрить, колотеть. Это что, мои сохранения такие? Да ну. Так.
Мне, наверное, просто надо загрузить и потом... Погодите-ка, я немного не понял, как это работает. А, а, да ты чё? Прикинь, окей. Там оно, оказывается, в другом месте сохранено. Для совместимости. Так, ну это вроде должен быть загнанный зверь. Уровень сложности. Короче, давайте так вот сделаем. Погодите-ка. Как там все устроено так сложно? Короче, тупо копирую все туда. И давайте-ка напишем. Уровень сложности. Вот. Все, теперь точно запускаем. Угу. Так, короче, сначала новую игру запускаем и посмотрим начало вот этого вот все и запустим загрузку. На загнанном звере я еще не играл, кстати. Оставайтесь на связи. 10-10 Айзер-Плаза, без порядка разберитесь. 10-4. Подтвердите адрес. Это Айзер-Плаза, повторяю, Айзер-Плаза. Выстрелы на крыше. Там нападение в самом разгаре. Повторяю, это нападение. Перестрелка на крыше. Необходимо подкрепление и побыстрее. Угроза жизни полицейскому, угроза жизни. 10-5, отзовитесь. 10-5. Внимание всем постам. Всем постам. Тревога. Угроза жизни полицейского. Айзер-Плаза. Повторяю, Айзер-Плаза. Всем постам. Все они были мертвы. Последний выстрел поставил жирную точку в этой истории. Я снял палец с курка, все было кончено. Чтобы объяснить, что здесь произошло, мне придется вернуться на 3 года назад, в тот вечер, который мне никогда не забыть. Тогда я еще служил в полиции, отдел полиции Нью-Йорка, Северный округ, чертова дыра.
Так когда же ты начнешь работать на меня, детектив Пейн? Чтобы ты отправил меня секретным агентом в какое-нибудь пекло? Извини, но Мишель и девочка для меня важнее. Вот это моя последняя сигарета. Нечего Розе дышать дымом. В этом ты весь, Макс. Был и остаешься бойскаутом. До встречи. В четверг вечером покер, не забыл? Такое не забывается. Жизнь была прекрасна. В воздухе висит запах свежескошенной травы с газонов. Где-то смеются и кричат дети. Дом за рекой на стороне Джерси, где тебя ждут красавица-жена и чудесная маленькая дочка. Настоящий воздушный замок, ставший реальностью. Малыш, я пришел. Если бы только воздушные замки не разрушались, пока на них не смотрят. Ну, На небо тихонько вскарабкались сумерки, наполненные дурными предчувствиями. да, началось. 3 года Мишель, назад. солнышко, кто-нибудь дома? Мне сразу не понравился этот спектакль. Правда, для меня отвели самое лучшее место. Так, окей. Загружаем. Блин, оно авто сохранилось, да? Ёб твою мать. Так, подожди. Тогда. Ну, придется загрузить сохранение туда. Угу. Так, ща. Будем играть на сложности «Загнанный зверь», на котором я ни разу не играл. Это будет интересно. Что за черт? На стене был уродливый рисунок, ключ ко всему, что случилось после. Это был шприц с Привет, наркотиком, символ, Вы наполненный смотрели мрачным смыслом. На выходных. У тебя реально 2 аккаунта, что ли? Или как вообще? Послушайте, кто-то забрался в мой дом. Вызовите службу спасения. Это дом мистера Пейна? Да, кто-то Привет, ворвался в мой дом. Они Здорово. еще здесь. Прекрасно. Боюсь, я не смогу вам помочь. Кто это? Алло. Так, ну тут, короче, больше ничего смотреть, по-моему. А ты ТГ каналом сам занимаешься, да? Нет, вы не тронете девочку! Вы не посмеете! Только не девочку! Мишель! Да заткнись ты, наконец! Блин, застрелили. Не надо! Нет! Макс! Блин, я не то нажал. Я как-то... Ёпта. Мишель! Пожалуйста! Полиция Нью-Йорка. Всем стоять. На, ублюдок. Ой, господи. Ну, пожалуйста, только не это. Бля, ебать, пиздец, конечно. Кошмар какой-то. Плоть падших ангелов. А можно ли расположение смайлов поменять? Мишель, Рози, нет! Не знаю. Ну, туда еще можно свои смайлики загрузить. Надо как-то... Я хз, криво работает. Я пытался, но не получилось. А насчет расположения, вот не знаю даже. Нет! Нет! Это случилось 3 года Ну назад. да, кстати. Все рухнуло Я за тоже один сам вечер. листал. Эти подонки были накачаны Надо как-то неизвестным раньше наркотиком, вольтерином. Или просто В. После похорон я сказал Да. Алексу, что согласен работать на отдел по борьбе с наркотиками.
У нас Что ушло 3 вроде бы долгих года, нормально. чтобы найти брешь в бизнесе торговцев Фортино. Наконец, 2 месяца назад информатор сообщил нам, что Джек Люпино, один из крупных боссов мафиозного клана Пунчинелло, занимается наркобизнесом. Я засекретился и проник в один из самых опасных кланов нью-йоркской мафии. Все. Под прикрытием стал Я вошел, работать. оставив снаружи тьму и холод. спасибо. Город снаружи бушевал, как разъяренный зверь. Я медленно подбирался от мелкой рыбешки к более крупной, пытаясь выяснить, откуда берется наркотик. Алекс и ПП были моими единственными связными в отделе. Это ПП. Я там Случилось один что-то важное, отец связанное с попустил, Люпино. Тебе нужно как выложить можно его. быстрее встретиться с Там Алекс. макароны Поезжай были. на станцию Роско-стрит. Я не встречался с Прошлой Алексом с неделе. тех пор, как ушел в подполье. За окном все холодало. Снег валил с такой силой, что казалось, что сами небеса Да, сегодня готовы особенно упасть на холодно на землю. улице, Каждый кстати искал говоря. укрытие. Казалось, что на завтрашний Хорошо, день что я утку надежды ни купил. у кого не было. В метро было ничуть не лучше. Это чувство обрушилось на меня, как выстрел в упор. Что-то было не так. Моя беретта нервно зашевелилась под курткой, но двери вагона уже захлопнулись за мной, и поезд тронулся. Следующая остановка — станция Роско-стрит. И Ну и Алекс. пассажиры, блин. Одни наркоманы. Чистый Питер какой-то. Так бы, наверное, сказал житель Петербурга. Станция была окутана мраком. Алекса нигде не было видно. Мне предстояло найти его. Окей, давайте по традиции зайдем сюда. Опа. В воздухе пахло смертью. Мне нужно было найти Алекса как можно быстрее. Так, боекомплект, берет. Так, я, конечно, всю игру наизусть не помню, но кое-какие моменты помню. Лекарство на время снимет боль. Так, берет, отлично. Так, погнали. Джейк ведь должен был об этом позаботиться, разве нет? Они с Микки... Что за чё? Да, когда мелкий был проходил. О, нифига. Это что, рикошет был? Или что? Ну, короче, давно его играл. Давно. Можно сказать, по шпане. Hello, motherfucker! Ух, дезерт, конечно, хорош. Блин, что за наркоманы ходят с дезертами в метро? Вообще, что за жесть? Парни, эй, где вы там? Хватит притворяться. Здорово! Притворись и ты, нахуй. Готов. Так. Стоять! Хедшот. Нормально. Панель безопасности издевательски хихикнула. Мне нужен был код. А, блядь! Вот Гэндон, нифига он не снял много. Ха, стоит, ждет. Опа! Ух. Блин, это, конечно, жестко было. Так. О, кайф. Чуть было не сказал слабительное. Но это же обезболивающее. Поиски Алекса привели меня в центр бандитской операции. Бандитская операция. Так. В конце концов, Блин. ограбить Роскобанк — это вам не семечки щелкать. Что-то не помогает. Да блин, сдохни, ублюдок! Хорош!
Так, короче, прицельный огонь. Да ёпта. Блин. Какие у него железные яйца, я бы сказал. Так, но деф пока идет. Пока еще ни разу не умерли. Но очень близки к этому. Погоди, что? А. Я думал, оно дверь пробьет или типа того. Так, помповое ружье, отлично. Поцелуй-ка эту Повезло, повезло. Ты спас меня, дружище. Что здесь происходит? Резня? Эти парни с пистолетами только что появились из ниоткуда. Нужно позвать подмогу. Я мог бы позвонить из диспетчерской, этажом выше. Поможешь Пойдем. добраться туда? Конечно, звучит неплохо. Конечно. Конечно. Конг виски. Конг. Так, давайте-ка чувствительность, наверное, понизим. А то как безумно высокая. О. Наконец-то. Блин, это было непросто. Убей ублюдка! А, блин, нихера. Офигеть, у меня с угла снял. Нормально. Все хп почти. Ушло. Поезд сиял, как рождественская елка. Электричество было восстановлено. Рождественская елка. Так. Побегаем с дробовиком. Интересно, за один литр пройдет? Нет, не могу. По третьей части не еду или нет? Если прям скипать все вот эти вот сюжетные диалоги, там прочее. О, двоих одним выстрелом. Вот это я красиво сейчас убил их, да. Ржавая дверь вела в заброшенную часть станции. На Роско-стрит происходило что-то серьезное. Может быть, поэтому Алекс назначил мне встречу именно здесь. А может быть и нет. Так или иначе, мне предстояло это выяснить. Так, быстрое сохранение тут на F5? Да. Он его ёбнул. Своего же. Чел. Блин, командным игроком точно не назовешь. Блин, опять мне сейчас угла сбреют. Нет, нормально. Капец, блин. Хоррор прям какой-то. Из угла так выскочил. Привет, Харачевска, здорово.
Фасмофобия? По-моему, играл. Так. Металлический трубы. Помповый дробовик. Обезболивающее, ну ё-моё. Бра. Это еще что такое? Так, здесь закончили. Дай-ка детонатор. Ты о чем? О детонаторе. Я думал, он у тебя. Это ты должен был его принести. Надо жить дружно, ребят. Дверь была заварена 1000 лет назад, а в бомбе не было детонатора. Так. О, дозор. Окей. Блин. Давай. Раз, два, три. Оп! Ёпошмать. Окей, парни, полиция уже выехала. Скоро здесь будут лучшие копы города. Действуйте по плану. Вот так вот и... Блин, с самого начала. Ё-моё, надо чаще сохраняться. Не убивай! Убей его, твою мать! Привет, Фрешмен. Здорово, да. Это пей. Полетела! Темно? Смешно. Ну, вроде нормально. Ядрить мне ярко стало теперь. А вам-то нормально? Это еще что такое? Лучше не стало? Дай-ка детонатор. Ты о чем? О детонаторе. Настрой свой монитор. Привет, Фастал. Здорово. Это бей его! Убить ублюдка! Окей, парни, полиция уже выехала. Скоро здесь будут Блин, так, давайте-ка я тут сохранюсь, пожалуйста. Йоло! Оп! Говно! Сука, я прям знал, что он меня грохнет. Блин, слишком долго вставал. Да ебану! Ты что делаешь-то? Хорош! Блин, да они довольно-таки гнусные на этой сложности. Жесть какие гнусные. Твою мать.
Жаль, что сегодня не лайвстрим. Хотел тебе песню для Децена скинуть. Ну, можно будет потом. Завтра пятница, вот завтра можно будет. Вот обезболивающее дохера. Привет. Мы тут только что банк ограбили. Кто говорит? А кто спрашивает? Это старший инспектор Джим Бравур. Вы должны немедленно прекратить преступную деятельность и сдаться властям. Мы тут с мальчиками поговорили, им ужасно стыдно. Они больше не будут. Кто говорит, черт возьми? Присутствие при ограблении банка не пошло на пользу моему имиджу. Да. Нахера он вообще трубку поднял, не понимаю. Их добыча лежала на столе. Они охотились за облигациями Айзер Corporation. Истории внезапного взлета этой компании долго не сходили с экранов телевизоров и обложек журналов. Так. Грабители оставили на столе свои инструкции. Судя по количеству детонаторов, они притащили сюда достаточно взрывчатки, чтобы отправить на орбиту статую свободы. Погнали отсюда. Озвучка забавная, вот этот тип не совсем понимал, что он озвучивает. Ну, скорее всего, так и было, да. Ну, тогда такие работали, по-моему. Ёпты! Блин, да вы что, шутите, что ли? Твари говна вонючая. Так, я сюда, пожалуй. А вот и Алекс. Стоять! Господи, Макс, ты меня до инфаркта доведешь. Я тебя чуть не застрелил. Сейчас Жмеля Жукова убьют. Что здесь происходит, а? Тут больше трупов, чем в городском морге. Это вооруженное ограбление. Они пробили туннель в хранилище Росбанка через стену старой станции метро. Это проделки Люпина? Это правда работа Люпина? Ты умеешь выбрать место. Ты можешь открыть ворота? Нет, они заперты. Нам нужно выйти отсюда. Если это Люпина, это... Алекс! 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 Я ничего не мог сделать. Он был мертв. Это можно было понять по пустому, обвиняющему взгляду его глаз. Блин, да вы охерели! Жесть. Даже подругу погоревать не дали, ё-моё. Так, сохранимся. Ё-моё, гранату еще кинул. Не стреляй, гнида. Блин, еще один. Все. Погнали. А, подожди. Да, открыл. Все 3 года Алекс помогал мне оставаться в своем уме. Он ухитрился наткнуться на что-то действительно важное и в конце концов перешел дорогу самому Джеку Люпину. Джек Люпино. Свое богатство Люпино наживал на проституции, наркотиках, заказных убийствах, а также грязной гостинице и квартале убогих ночлежек. Полиция приближалась. Я слышал вой сирен, он становился все громче и громче. Люпино надеялся остановить нас, убив Алекса и переложив вину на меня. Но все, чего он добился, было мое внимание. Сначала я отправился в гостиницу.
Это было удручающее зрелище. Тусклые лампочки и выцветшие обои. Я вошел, корча из себя эдакого искателя приключений, как делал это уже сотни раз. Гостиницу содержали два отъявленных мерзавца с акульими улыбочками, братья Финито. Леди и джентльмены, к нам пожаловала шилом в заднице. Мусорной заднице. Сами придумали или какого-нибудь алкаша с улицы специально пригласили? Не нужно отвечать, это риторический вопрос. У меня есть кое-что для босса. Люпина здесь? А это смотря кто спрашивает, друг или ищейка из отдела по наркотикам. Не отвечай, это как ты там его назвал, риторический вопрос. Люпина тут нет. Он просил нас попрощаться за него. Люпина не было в этой гостинице. Вместо себя он оставил братьев Финито. Мою легенду раскрыли. Двери захлопнулись с обеих сторон. А потом был сплошной свинцовый дождь. Мусорный задница. Мусор недобитый. Ёпта, ты чё такой живучий, блюдо? Мафиозник, сука. Охереть. Мое внимание привлекло письмо на столе. Самого Люпина я видел только один раз. Все свои дела он вел с помощью своей правой руки Винни Гоньитти. Гоньитти был издерганным невротиком. Казалось, он в любую минуту готов слететь с катушек. С деловой сметкой у него было все в порядке. Свои комплексы Гоньитти удовлетворял за счет малолетних наркоманов и девочек по вызову. У вас, похоже, проблемы с веб-бизнесом. Джек сказал, цитирую, «Винни, ты за это ответишь». Кавычки закрываются. Скоро у вас появится Рика Муэрто с проверкой. Все летит к чертям, и всем скоро придется отправиться туда же. К вам это вдвойне относится. Берегите этого типа. Утирайте ему сопли, делайте все, что он просит. Напортачите, будет вам, братцы, финита ля комедия. Это уже Мой бизнес означал дополнительные меры безопасности. Я не видел, чтобы сюда доставляли наркотик, но это не значит, что его здесь нет. Рика Муэрто использовали как буку для запугивания непослушных детей. 313. Братья Финито записали номер комнаты Муэрто на порядок записки. Ребята, Джой, Вергилио, где вы там? Не отвечают. Позови остальных, пусть поторапливаются. Ну-ка, давай-ка я их обрезаю сейчас. Нечего, идем сейчас. Хозяева, мы идем. Бля! Сука! Короче, не надо прыгать раньше времени. Да не дрей! Крепок ревью дрова. Миллион раз прошел, да, я тоже проходил миллион раз. Мое внимание привлекло письмо. Так. Самого Люпина Это, короче, он пропускает. в столе. А я могу пораньше к ним выйти прямо сейчас, типа? Где вы там? Не отвечают. Позови остальных, пусть поторапливаются. Ладно, только ждать их нечего, идем сейчас. Хозяева, мы идем. Это Пейн! О, натурненько. Ну вот ни разу не проходил эту игру на загнанном звере. Это будет интересно. Сегодня в Нью-Йорке создалось чрезвычайное положение в связи со... На сегодняшней пресс-конференции мэр заявил, что Валькирин представляет Самое реальную веселое. угрозу для Нью-Йорка и призвал к решительным мерам. Мы постараемся его с первого трая Как пройти. нам недавно сообщили, ситуация с Валькирином осложнилась в связи с убийством специального агента отдела по борьбе с наркотиками Алекса Болтера. Он был убит несколькими выстрелами в упор. Стрелявшего опознали. Это некий Макс Пейн. Без сомнения, петля вокруг этого Что за говно? скрывающегося А как они, преступника типа, будет узнали, стягиваться что это всё туже и Макс туже. Пейн, В блин? дело Что за говно? подключается все больше оперативников. Вот они, Сейчас мгновение загнанный зверь славы. как раз таки. Это загнанный зверь. Да, что-то тут не так. Пейн там, а они не отвечают. Пошли, Пейн заплатит сполна. Да блин. А, вот. Они сами.
Им даже особо-то помочь не надо было. Так. Стоять! О, тихо, тихо, тихо. Смотри. Застал парня врасплох, так сказать. Ах ты, сука! Пенис не отстрелил. Да хорош, вы чё, Как? Тя-тя-тя-тя. Мне надо иначе как-то играть. Да, скорее всего. Милорд, А теперь совершенно новая серия «Леди и джентльменов», любезно предоставленная... Блин, эти сериальчики прикольные на самом деле. В одном прохождении как-то стоял и Любитель смотрел. Валькирина готов взорваться в любой момент. Мне приходилось быть осторожным. Любитель Валькирина умер от естественных причин. Это Пейн! Передозировка свинца. Так. Ух. Ну да, в этом плане она кусок дерьма, но справедливости ради могу сказать, что третья часть стрельба офигенная. Единственное, что хорошо, там стрельба офигенная. Кусок дерьма! Пристрели его! Но во всем остальном он конечно такой себе. Макс Пейн там вообще полный придурок вообще. В третьей части. Мега идиот, короче. Работать телохранителем, и по итогу все его клиенты мертвы, блин. Причем умирает чисто по его косякам. Специальный агент отдела по борьбе с наркотиками Алекс Болдер. Чисто... Подозреваемый покинул место преступления через Это как несколько Херевол, секунд когда после играл. убийства. Полиция Нью-Йорка разыскивает Макса Пейна, вооруженного и очень опасного рецидивиста. И в заключение погоди. Самое страшное, что когда-либо видели на этой широте, продолжает изнурять жителей города. Связанными с распространением валькирина. Я Очевидно, примерно с Макс таким же Пейн лицом стою, когда туалет занят, знаете. Ну, Этот персонаж был мертв уже довольно долго. Я не очень жалел, что пропустил это зрелище. в убийстве агента отдела по борьбе с наркотиками ведет войну с... так. Нет наркотиков. Убить ублюдка! Гандон! Блин, тварь, а паскуда. Дал мне прикурить чисто. Стоять! Ой, это было охереть как давно. Надо почаще сохраняться. А, тут обезболивающее было. Любитель Валькирина готов взорваться в любой момент. Мне приходилось быть осторожным. Нормально, зато обезболивающее нашел. Вот он где! Держи его! Так. Кусок дерьма! Осторожно. Прикончи его! Ё-моё. происходящими в Бронксе и связанными с распространением валькирина. Очевидно, Макс Пейн Этот персонаж был мертв уже довольно долго. Я не очень жалел, что пропустил это зрелище. в Нью-Йорке
Смерть уже тут. Так, берет-то берем. Ой, я подумал, это я умер в какой-то момент. Ё-моё. Как же мне тяжко. Я нашел комнату Марка. Мне пизда! Нет, нормально. Совсем забыл про эту ловушку. Вообще рядом В было. комнате лежало письмо. Очень близко. Связать как-то с Валькирином Анджело Пунчинелло, главу клана, нам до сих пор не удавалось. Все следы вели к Джеку Люпино, но письмо в комнате Рико было подписано самим крестным отцом. Это был первый признак того, что Анджело знал, что творится в его синдикате. Помнишь историю в Чикаго, из которой тебя вытащили, Пунчинелло? Теперь у тебя есть шанс уплатить по счетам. У одного из наших доверенных парней недавно вырос хвост, как у павлина. Твои навыки нам весьма пригодились бы. Собирать улики стало поздно, уже пару сотен патронов назад. Я уже так давно миновал точку невозвращения, что не помнил, как она выглядит. О, коктейль Молотова. Я недавно проходил обе части по 2 раза на боксе и на ПК сразу после, и я опять хочу. Да. Это нормально. By the way. Мне не хотелось выяснять, что здесь произошло. Не слишком приятное зрелище. Отсылочка к Баффи. Был такой сериал, если кто не знает, Баффи, охотница на вампиров. Так, сохранимся, пожалуй. Так. Откуда я... А, вот отсюда я пришел, потом сюда. Закрыто. Знаешь, какой прицельный танцор? Да, я знаю, конечно. Так. Видимо, просто... Пристрели его! Ты что такой живущий? Ну так. Я тебе говорил. Черт, я был уверен, что это бомба. Да еще было понятно, что это. Что за... Нет! Спасибо. О, не-не-не-не-не-не-не-не-не. Сука, эти ублюдки с дробовиками всегда всю малину портят. На столе лежал дневник проститутки. Он принадлежал какой-то Кэнди Дон. Содержание заставило бы покраснеть и копа. Опять поговорила со старой ведьмой. Отправила ей последнюю кассету с одноглазым Альфредом. Пока она платит за кассеты, этот дед может приходить хоть каждый день. Прекрасный бизнес. Снимать клиентов скрытой камерой и продавать снимки тому, кто больше заплатит. Рано или поздно этот бизнес ее и убьет, если только пристрастие к Валькирину не сделает это раньше. Ну теперь я понял, типа в чем прикол сюжета.
Ну, в некоторых моментах, короче. Угу. Кое-какие моменты стали ясны. Так, это сюда, потом туда. Здесь убил наркомана. Блин, чел. Быстро вы оба пошли и притащили его сюда. Танцуйте, суки, танцуйте. Вот так вот. Хранится. Прикол этого сложности в том, что мало сохранений, точнее ограниченное количество сохранений. Видимо. Окей. Старенький служебный лифт, громыхая, опустился в недра гостиницы «Люпина». Как же ты херакрис. Ё-моё. Ведет войну со своими бывшими партнерами. Сегодня в Нью-Йорке чрезвычайное положение в связи с метеоусловиями остается в силе на территории сейчас всех пойду трех себе штатов. налью еще Град, морс. сопровождаемый обильным Морсик. снегопадом, продолжается. Многие дороги уже перекрыты, жителям рекомендуется оставаться дома. Метель свирепствует в Нью-Йорке уже третий день, и конца ей пока не предвидится. Нас начало заваливать снегом с самого начала расследования. Однако заснеженный город был на моей стороне. Он уменьшал вероятность того, что в перестрелке погибнут невинные прохожие. Night Springs. Ё-моё. Хорошо, что Blizzard хедшот делает с одного выстрела. Вещдок номер 1. Газета. Я подумал-то я. Мертвец, привязанный к стулу, лежал в бойлерной на полу. Капитана бейсбольную биту еще никому не удавалось победить. 6 банок шипучки, кого хочешь, уложат. Орудием убийства послужила бейсбольная бита. Она лежала здесь Да, же, я в луже думаю. крови рядом с газетой, раскрытой на страничке комиксов про капитана бейсбольную биту. Капитан бейсбольная бита. Взять хоть эти страшилки про вампиров. Да, они о чем-то прикольном говорили. Страшилки про вампиров что-то говорит. Так. Осторожней с пушками, Берта лучше не раздражать. Займемся делом, джентльмены. Меняем зелень на зелень. Слезы зеленоглазых ангелов. Аминь. Аминь, братья. А, мать твою! Нет, нет! Пока смерть не разлучит вас, как говорится. Целую жизнь назад это сошло бы за операцию по изъятию наркотиков. Грязные деньги. Грязные деньги. Эти колбы полны валькирина.
О. Против наркотиков. Грязный. Так. Привет, Саш. Давайте-ка еще. На столе лежал ключ. Здоровенный причем. Ну, чтоб люди не пропустили, видимо. Посмотри. Представь себе, эти идиоты готовы. Этот момент. Ходят они в другую комнату, но думаю, сейчас потеха начнется. Как бы не так. Они уселись перед телевизором и устроили поединок на видеоприставке. Вот что я тебе скажу, Кэнди. Я так расстроился, что удавил обоих кабелем от телевизора. О, Рика, ты такой плохой мальчик. Да. А, тебе нравится? Блядь. Рика Муэрто. Его разыскивает полиция. Что за черт? Это тот коп. Муэрто нужен был пистолет. Так. Соси это. Блин, в ней слишком много протеина, белков, она, блядь, живучая, пиздец. Вы видели, сколько я выстрелов в голову сделал? Я херею. Да даже он поменьше, блин, в нее выстрелил. Блин, я короче, забить. Пиздец. Гори, сука, гори! Блин, у нее огнетушитель, она потушила мой огонь. Мать вашу! Бля, эта пизда меня опять убила, прикиньте. Сука, белкоедка. Сейчас я тебя еще раз. Вот так вот. Бафнулась, да. Впитала силу миллиона мужиков. Миллионы жизней. Ну, поняли. Умри, тварь, ё-моё, это жесть какая-то. Она, сука, не человек, я вам говорю. Вот что вот с него выпало. Это сколько белка она схавала, я в ахуе, серьезно. Я вообще... Ладно, без комментариев, короче, все. Блюдок, сука! Никто не был таким подвижным со спущенными штанами. Что за хрень? Блин, на сей раз поменьше. Ёпта, стоят нахуй. Все так расстроены из-за этого. Ай, блин. Че за хрень? Ну, капец, у меня клоунское прохождение происходит. Так. Да дохните, суки, ну. Танцуют все. Щам я эту... Ее время вышло.
Так, короче, я тут сохранюсь, пожалуй. А то надо вам такой... Ёпты! Не, ну УЗИ, конечно, мощная хрень. Уф. Инга. Охереть, я 50 патронов только что спустил вот за эти несколько Старый секунд. коммутатор еще вполне работал. Окей. В задней комнате приемной был старый телефонный коммутатор из тех, что так легко прослушивать. Было несложно представить себе жирного сутенера, сидящего здесь с наушниками на голове, и слушающего, как его девочки говорят клиентам скабрезности и изображают оргазм. Сейчас здесь можно было услышать совсем другие стоны и восклицания. Босс, гоните! Это все Макс Пейн! Он пришел и перебил всех как кролика! Он пришил! Вы что, шутки шутите? Это один полудохлый коп. Лучше тебе сказать, что это шутка, понял? Прикончите его, идиоты! Какого черта вы возитесь? Эй, алло! Отвечайте кто-нибудь, алло! Слово было произнесено, и по нитям городской паутины понеслись новые распоряжения. На горизонте появилась угроза. Макс Пейн был на свободе. Да, я. Окей. Постреляем с береткой. А. Ну да, ну да. Да ну нахер! О, двойной Инграм, это, конечно, мощь. Повернуться и уйти – это было бы самым мудрым решением. Я был не настолько мудр. Ночлежки Люпино представляли собой клоаку, состоящую из самых разных отбросов общества. Лавка со спиртным, ломбард, прачечный автомат, полный подпольных букмекеров и скупщиков краденого. Как и откуда, я не понимал, но им было известно, что я из полиции. Встретили меня фейерверком. Ручьи талой воды напоминали расплавленное золото. Столб огня подбросил останки автомобиля в небо. Пламя отражалось от кузова черного Мерседеса, медленно и величаво выезжавшего на улицу. Казалось, что водителя не волновали такие мелочи, как взрыв бомбы. Это был Владимир, глава местной русской группировки. Звон в моих ушах вызвала внезапно разразившаяся война между мафиозными кланами. Один из самых популярных номеров российских, кстати говоря. У нас тут ездят и балалайки, и медведь. В соседней развалюхе разорвалась очередная бомба. Для меня это была приятная передышка. Бандиты были перепуганы, но даром, как известно, ничего не дается. Внутри мог тикать еще не один часовой механизм, а полиция наверняка уже спешила сюда. Апартаменты Джека Люпино были на последнем этаже. По крайней мере, они были там до взрыва. Ептрить, я просто все спустил. Так, Инграм. Так, сколько мне... Ядрить мало.
Вот, это место мне впечаталось в память мои 10 лет тогда, 20 лет назад. При упоминании Макс Пейна эта картинка. Да, ну это вот это вот. Читать заголовки было не Локация слишком прям хорошая. Все они кричали о кровавом убийстве, завывании Юди Сейчас мне вторили надо будет полицейским чувака сиренам, когда за тобой охотится взять. мафия, а полиция разыскивает как убийцу, ничего кроме стона он ты не пароль сказал. услышишь. Я прям помню все как будто бы. Блять. Наверняка уже спешила сюда. Апартаменты Джека Люпино были на последнем этаже. По крайней мере, они были там Гондон с давно. обрезом. О, выбежали, смотрите. Это очень кстати. Да. Так и играешь в первое прохождение. Жестко тупишь, вообще невозможно. Не знаешь, куда идти. Ну, даже не в первое прохождение, а во второе даже такое происходило. Здание было просто нашпиговано взрывчаткой. Да ёб твою мать! Так, этих мы лечим. Ты мне выстрелил? Перекрестный огонь. Да, и собака тоже. Обычная практика. На стене звонил покореженный телефон. Это мог быть очередной наркоман, но оказалось, что это куда более серьезный собеседник. Имею честь говорить с мистером Пейном. А кто его спрашивает? Меня зовут Альфред Уоттон. Полиция скоро будет здесь. Расскажите мне что-нибудь поновее. Они знают, что вы здесь. Откуда? Я с вами еще свяжусь. Полиция приехала. Сирены визжали диким диссонансом, как хор Короче, сумасшедших. У меня было несколько этот минут Альфред до того, как группа захвата закончит обычный и предусмотренный был тем стариком, который трахался в отеле, где была видеокамера. Должен был быть уже далеко. И там проститутка отправляла вот эти видеозаписи женщине, которая была в финале. И, короче, Альфред заинтересован был в том, чтобы эту бабу грохнуть. Поэтому он нам помогает, чтобы мы добрались до нее. Недавно один подкаст слушал. Да, Туда чуть оставили такое на тоже полке слышал. лежал ключ. На полке лежал ключ.
Неожиданно все прояснилось. Гоньити был верен себе, типа да. побольше Я, слов по-моему, и даже поменьше слышал это. дела. После этого дела у русского осталось только Нет, несколько блин. стволов, а их легко купить. У него теперь кишка Омерзительный тонка с нами мужик, как связываться. называется. Как выяснилось, с кишечником у русского было все в порядке. Если на человека надавить, он отступает до определенной черты, а потом начинает давить на тебя. Полиция Нью-Йорка. А, сука! Ликорис и Артем Камалятов. Вот туда. А, ну нихера! Вы это видели? Просто из угла вышел. Пропустить диалог называется. А, тогда, видимо, другое. Ну, кажется, это популярная тема. Ну, теория. Про скандинавскую тему. Ну, хотя это же прям на поверхности лежит. А, в загнанном звере еще и реген здоровья очень медленный. Все, тут прибежал. Говно. Ага. Полное. Я у кого-то слушал это. Опа, с первого раза. Пристрели его! О, твою мать! Папа. Угу. То есть, есть. Есть, вот он, дробовик. О, бейсбол. Найс. Только я не помню, с кем они ассоциировали эту Макса Пейна в этой мифической Бомбы разрушили здание в Селеснице. Другой путь. Некоторые Другой люди путь в говорят. кабинет Люпи Ну, нашел вторую через часть скорее крышу именно соседнего чисто дома. из-за того, что лицо Сэма Лейка поменяли. Ну там, знаешь, типа такое. Они видят то, что лицо поменялось. Да? Покупать идешь? Кофе нету. А чё ты не сказала? Блин. Точно, это конец света, помяни мое слово. Да, и я бы не сказал. Да, типа конец света, Рагнарёк близко, вся херня. Чтобы выбраться на крышу, мне нужно было попасть в лифт, который находился за этой Ну вот насчет дверью. второй части, типа, основная придирка в том, что, конечно же, лицо было не Сэма Лейка, а дальше уже, как-то по накатанной они такие, типа, чисто начали придираться ко всему в этой игре. Ну, не знаю, вторая часть, по идее, конечно, на голову выше во всех аспектах. Погрейтесь, пацаны. А! Ты чё, мразь? Жесть! Чтобы выбраться на крышу, мне нужно было попасть в лифт, который находился за этой дверью. Ой, идут зомбари. Я их недостаточно хорошо согрел. Присел так еще. Ну там все лица другие, типа подороже решили сделать с настоящими актерами, там лица не натянуты JPEG, прям с моделью. Ну да, там все намного лучше, по идее.
Но это, конечно же, ну, не понравилось. Это просто, ну, короче, случился такой, так сказать, эффект того, что это как в твоем любимом фильме, это все равно, что как вот в «Крепком орешке», да, вдруг поменялся актер, прикинь, вместо Брюс Уиллиса во второй части появился кто-то другой. Ну, это, типа, да, такое. Нормально. И чат постарше. Ну там, да. Ну я помню, как я вот точно помню, как я сам по этому поводу не особо был в восторге, то что чуть постарше. Ну и зачем ты мне тогда нужен? Что? Нет, спрашивай. То, что лицо поменялось. Тогда отведи меня туда. Сейчас. Сам из-за этого был не в восторге. Помню. Давай, быстрее. Я приготовил гранату для тебя. Это я, открывай! Впусти меня живо! Погоди, я пароль. Да ладно тебе. Ну хорошо. Джон Вуд. Погоди. Это западня. Это Пейн. Крысы бегают, да. Не знаю. Наверняка это что-то. Ну я так глубоко прям не думал, что настолько. Грязные деньги. Грязные деньги. Офигеть, мне тут печатная машина. А, там что? А, я его грохнул прям. Нихера себе. Не думал, что дробинку прям убить можно. Так, сухран. Угу, отлично. Это ключ, да. А, ну вот этот суд всегда начтил. Что? Ну вот, теперь. Сегодня в Нью-Йорке создалось чрезвычайное положение в связи со столкновениями преступных группировок, происходящими в Бронксе и связанными... Ну, короче, это я пропускаю.
Воу! Это последнее Говно! место на Земле, куда бы я хотел попасть. Однако я прихожу сюда снова и снова. Это не я говорю с розовым фламинго. Это кто-то, кто повторяет меня до мельчайшей детали во всем, кроме одного. Это отродье зла, а я прячусь в тени. Да уж, вот это вот розовый фламинго, это прямо Твин Пикс какой-то, если честно. Да, Твин Пикс. Привет, Флимли. О, да, давно не заходил. Ну что, давайте еще раз отсылочку на криминальное чтиво. происходящими в Бронксе и связанными с распространением вальгерина. Очевидно, Макс Пейн, подозреваемый в убийстве агента отдела по борьбе с наркотиками, ведет войну со своими бывшими партнерами. Сегодня в Нью-Йорке создалось чрезвычайное положение в связи со столкновениями преступников, происходящими в Бронксе и связанными... Что за... Вот бы книжечку еще туда какую-нибудь. Сегодня Было в Нью-Йорке... прикольно. Жалко, книжку не оставили. На этой неделе шоу... Место на Земле, куда я хотел попасть. Однако я прихожу сюда снова и снова. Это не я говорю с Марафонные розовым игры фламинго. Ремеди? Да не. Это кто-то, кто повторяет меня до мельчайшей детали во всем, кроме одного. Это отродье зла, а я... Просто что-то подумал, пора проходить Макса Пейна. Да. Но я чуть ли не ежегодно этим занимаюсь. Красный, синий или зеленый? В кино это Да, всегда кстати. красный или синий. Да, в кино, ребят. Антоном взорвали, и вот так вот получилось. Стена сломалась таким образом. Какая сволочь стреляет? Один из самых прикольных моментов в игре, да, запоминается. Какого черта вы тут делаете, а? Они же бомбят нас! Что вы делаете? Вы ничего не делаете! Это же война! Это чертова война! Война! Лопы! Винни Гоньити. Вот уж кого мне до смерти хотелось найти. Пейн! Ублюдок чертов! Я с самого начала чуял, что ты полиции задницу лижешь! Ты что тут о себе думаешь? Ты мусор поганый! Думал, ты придешь сюда, размахивай свои пушки! Господи! Ты меня подстрелил! Как там было? Чего уставились, идиоты? Убейте его живо! Типа как разбитая бутылка кетчупа или что-то там вроде. Гоньити подтвердил. Я был для них чем-то вроде неуловимого мстителя. На столе Гоньити лежало измятое письмо. Письмо было адресовано Пунчинелло, но у Винни так и не хватило духу закончить его. Джек свихнулся. Да, что-то про него Недавно было, он типа он пристрелил Дина, потому что хотел был посмотреть, в этом. как его мозги размажутся по стенке. Он окончательно Волновый свихнулся. А втором. у нас скоро закончатся люди и актер заглохнет этот. бизнес. Гоньити до смерти боялся своего босса. Джек Люпино был безумцем. Ему лицо потребовал вокалист Poets of the Fall. Боги Асгарда, которые типа, да? Блин.
Только одно сохранение осталось. Винни Гоньити бежал, впрочем, с пулей в животе, из которой кровь лилась как кетчуп из разбитой бутылки, далеко он убежать не мог. Он знал, где его босс. А я хотел покончить с Люпино раз и навсегда. Гоньити двигался быстро. Не знаю, как насчет ангелов, но у людей крылья вырастают от страха. Черт, блин. А это прям непростой прыжок. И мне оставалось только последовать за ним. Да! Оставалось только последовать за ним. Have no fear, слабость. Нормально. Это была уже вторая поездка на поезде. Надо было на английском Судя все-таки. поначалу, она вряд ли могла быть приятнее первой. Ледяной ветер впивался в мое лицо лезвием бритвы, а где-то на заднем плане Хотя, с выли другой сирены. Город охотился за мной. Эта слишком приятная такая. Хоть и косячная до хера. Навстречу водонапорной башни на крышах домов, мертвый лес антенн и каменных труб. Когда поезд Гоньити замедлил ход, он решился. Да, ностальгичная. Акробат, ёпта. Да чё он такой жесткий? Игра заметно громче меня. Ля. Не побежал. Я упал? Я умер? Что это было вообще? В iOS версии? В смысле на iPhone? Серьезно? Ничего себе. Прикол. А? Мне не показалось? Стоит, блин. Даже он не допрыгнул. А это никак не повлияет на игру в дальнейшем? Только темное пятно вижу. Ну вон, гоните и бегает. Видишь? Да, я тебе посвечу. Блин, все равно не видно. Хотя мне видно. Чего вас не видно? Бред какой-то. Надеюсь, я даже смогу бежать. Без проблем. Ну, кровь здесь, значит, он тут пробегал. Типа. А, мать твою. Не, это вообще все, да? А, не, вот он, слава богу. Слава богу.
Как карте. Вот же паранормальный говнюк. Лол? А можно ты дезерт возьмешь? Блин, там берет лежал. Прикольно, машина проезжает еще типа. Сохранился. What the hell? Валькирий. Ёпты. Много комментариев по этому поводу. Алекс Кейси. Так. Убить ублюдка! Черт, вот это вот. Ответного. Блин, да сколько у вас гранат-то? Охереть можно. Капитан Бейсбольная бита. Чертовски богатый. Богаче, чем этот старый козел. Черт. Люка! Держал говнюк. А что там есть? Как будто бы ничего. Грязные девять. Вот так вот и творится борьба с наркотиками. Буквально. Так. Так. Обалденно. Максу Пейну некуда идти. Мы уже почти настигли его. Как только он будет арестован, вы получите от нас полный отчет. А сейчас извините, мэм, но у меня много дел. Это был старший инспектор Джим Бравура. На этот раз без комментариев. Бравура явно переедает, а так он парень неплохой.
Это судьба поставила нас по разные стороны баррикад. Но когда речь шла о том, чтобы поймать меня, у него явно ничего не выходило. Пока. Да. В фильме «Бравуру». Да, Он идет сюда. Я его слышу. я тоже вспомнил про Готовый. фильм. Берите дверь на прицел. Фильм это, конечно, полный. Бери его! Блинский гандон. Я охерею просто. О, было близко. Невозможные доски, да, прям. Охереть. Ёпта! Откуда у них столько гранат? О. Открой, мать твою! А вот и ты. Бэйн, я убью тебя, ищейка паршивая! Ему явно не стоит носить очки, когда на улице темно. А, Лудакрис. А, что-то такое помню. Что за хуйня? Лудакрис. Пиздец, это же надо. Да, он явно нервничает. Сейчас мы уши успокоим. Ебать, а он меткий, оказывается. Делал вид, что не умеет стрелять, падла. Открой, мать твою! Бэйн, я убью тебя, ищейка паршивая! Ну как-то так. Блять, это что такое? Вы что такие? Не понял. Открой, мать твою! Да он есть, да. Бэйн, я убью тебя, ищейка паршивая! Ебать их много, оказывается. Охрененно. Я просто упал. Ганите окончательно выдохся в тупике. Из канализационных люков валил пар с Но с ним такой всё в силой, порядке, что казалось, нормально. будто внизу под нами находится сама преисподняя. Где Люпина? Отвали! Плохое начало, Юли. Применение силы при аресте! И у меня это неплохо получается.
Ты не можешь меня просто так покалечить. Ну, успокаивай себя сколько хочешь. Послушай, ты Зеликс, я не собираюсь быть мальчиком для битья. Я хочу знать, где прячется твой босс. Я не просил ни о чем подобном. Беда сама нашла меня и окутала черной тучей. Добрых и справедливых в этом городе может быть, было стоит не больше, чем как-нибудь золотого песка на ночном дне. Я не был героем. посмотреть Нас все было фильмы трое. Уви на Я, стриме? пистолет и он. Из всех вариантов у меня оставался только один. Скажу только, не делай мне больно, не надо! Люпина в ночном клубе, в клубе Рагнарек. Заведи на меня дело, арестуй, посади за решетку, только не делай мне Блин, мне больно! эта идея уже не нравится. Твои права зачитают тебе на похоронах. Рагнарек был личной собственностью Люпино. Наркопритон, устроенный в здании Старого театра. Я знал, что меня ждет внутри. Свихнувшиеся наркоманы, готовые на все в припадке бессмысленной ярости. А также отряд головорезов Люпино. Рагнарек был более приятен, чем головная боль, пульсирующая от автоматных очередей. Фасад клуба был оформлен в готическом стиле. Намек был таким же туманным и неопределенным. Почему они Намек все был не таким же туманным и неопределенным, озвучили как очень пуля в мило? сердце. Яблочко от яблони недалеко падает. Во всем здесь чувствовался Джек Люпино. А, Держи его! Эта книга никогда не попадает. Судя по обстановке, вряд ли кто-нибудь здесь проводил время за чтением. Книжка называлась «Время смерти и вьюг». В аннотации на обложке упоминались скандинавские мифы о Рагнареке, войне, которая приведет к концу света, и о страшной зиме, которая скует льдом весь мир. Несложно представить, как кто-нибудь с неуравновешенной психикой вбил себе в голову, что близится конец света. И я начал понимать, что представляют из себя клуб и его владелец. Бестселлеры. блин, на самом деле, если так подумать, вообще же очень легко, ну, не то чтобы прям очень легко, но возможно сделать точно такой же комикс, ну типа любому из нас это возможно. Просто садишься и делаешь там, просто фотки берешь и редактируешь. Блять, ты так близко находился? Ах ты тварь! Я ебал. Кстати, один забавный факт. Шрифт, который вот использовался в названии Макса Пейна, это обычный шрифт бесплатный, импакт называется. Привет, дед Царь. Судя по... Также этот шрифт используется в Alan Wake. Он буквально, блин, встроен в этот Windows, по-моему, я даже не шучу. Так, у Макса и Алана один создатель. Нет, понятно, но просто прикол в том, что Сэм Лейк не стал сильно изъебываться и просто взял стандартный шрифт Impact и просто использовал его. На столе лежал комната типа книг на оккультные темы.
Ну ты, конечно, блин. Рэмбо. Так. Помню, помню. Ну ты еблан. Взял и ёбнул своего друга. Да. Так. Борьба с наркотиками. Борюсь. Все, пошли. Вчера он резко упал. Черт! Как же повезло. Котики почти победили. О, это место. Держи, братан. Согрейся. Помнится, я здесь много раз падал. Но сейчас это, конечно, пустяк. Нет, почему? Бля. Да за что? Смотри. Блин. Да. Так. Блин, бежит, смотри. Ингрэм. Блять, откуда вы взялись?
Жлепень. Жеклепень. Беретта. О, лежит. Так, еще. Stage control. Блин. Не попали под огонь. Не попали. К сожалению. По-моему, правильно открыл. Сука, стой! Блин, тварь, убежал. Блин, чё так страшно-то еще? У меня сохранения нету, все, пиздец. Я слишком часто сохранялся. Я же играю, бля, я же играю на самой последней сложности. Твою мать. Проход за кулисами вел в святая святых Люпина. В лицо мне сразу ударил горячий воздух, пахнущий ладаном, и еще чем-то приторно-сладким и вызывающим тошноту. Это был... Проход за кулисами вел в святая святых Люпина. В лицо мне сразу ударил горячий воздух, пахнущий ладаном, и еще чем-то приторно-сладким и вызывающим тошноту. На диване валялись обрывки письма. На диване? Пунчиная луга. Короче, стол был покрыт заметками Люпина. Джек на алтаре лежал. Да, это нормально. Дневник Люпина. Это норма. Ангелов, призываю вас. Астарот, Вельзевул, Асмодей, Бафомет, Люцифер, Локи, Сатана, Ктулху, Лилит, Гева. Я проливаю кровь. Блин, этот мудак вообще же не бессмертный, нахуй. Ой, я что-то рано сохранился, по-моему. Надо было после этой сраной заставки. Волк! Не, основные моменты не супер. Но эти... Да. Боже мой. Блин, все патроны кончились. Твою мать. Страшно мне так с обрезом. Блять, в смысле ты меня убил с первого попадания? Вообще ваншотнул! С обреза, с такого раз... Ты прикинь? Ебал, дремал нахуй просто. Пиздец. А чё так жестко-то? Болк, говорит. Приближается. Он волк. Свидетель конца времен. Он наступил. Я буду на ее стороне. Мне не нужны слова.
С этим еще короче. Короче, за боевика шмаляем. Инграм побережем для Люпина. Эта мразь просто очень невозможно грохнуть. В ебальник получил. А вот и он. Я и раньше подозревал, что здесь что-то не так, но того, что здесь не так, хватило бы на Эверест и все Гималаи в придачу. Люпина был накачан наркотиками. Он вполне мог бы выдержать 15 раундов с аллигатором-мутантом, а затем он снова начал свой бред. Это были слова из страшного сна, моего сна. Я вкусил плоти падших ангелов. Зеленой крови Я дьявола. вкусил зеленой крови дьявола. Она струится в моих жилах. Я видел этот мир насквозь. Я проник в него до мозга костей. Смерть грядет. Она грядет. Я следует за ней. Это закат времен. Я готов стать ее сыном. Ее время пришло. Все, кто стоит на ее пути, умрут. Блин, вот этот момент послушать был оригинально на самом деле. Походу охуенная. Вы все умрете сейчас. Вы все умрете. Я волк. Волк? Подохни, блядь! Пиздец, 2. Гандон. А, посмертно. Я продолжал стрелять, чтобы он вдруг не умер снова. Валькирин превратил его в зомби, в чудовище из иного мира. Думаю, он уже мертв. Но так или иначе, это не тот, кто тебе нужен. В комнату вошла эта женщина-вамп. Прикольная, Дуло да? ее пистолета смотрела мне в лицо. Лиза Пунчинелло, так звали жену крестного отца. Моносак, мы с ней близнецы. Ну, тут Моносак Послушай, сестрица, прикольно. это ведь опасно. Ты можешь Посмертно. поранить кого-нибудь этой штуковиной. Лиза истеричная девица, а я профессионал. Я прикончу тебя и Профессионал. глазом не моргну. Отлично, мои рекомендации ты уже видела. Джек ничего не мог тебе сделать в этом состоянии. Мы с тобой охотимся за одним мешком дерьма. Пунчинелло убил твоего приятеля и подставил тебя. Ты это точно знаешь? У меня свои источники информации. Кто тебе заказал главного злодея? Никто. Ненавижу этого садиста, который издевается над женой. Почему бы нам не объединить усилия? Я уж думал, ты никогда этого не скажешь. У меня уже палец на курке зачесался. Как тебе сделать виски? Со мной легко договориться. Да ты просто ангел, Макс. Напиток был неплох. У него был сладковатый медовый привкус. Ничего личного. Просто я не могу допустить, чтобы в очередном припадке ярости ты пристрелил Лизу. Сон был все время один и тот же. Тени, мечущиеся в темноте, безумный смех киллера, как намек на что-то ужасное. Блядь, идите нахуй! Сука! Меня еще рестартнуло обратно! Блядь, я посмотрел, сука, фильм нахуй! И меня вернуло обратно, блядь. Ублюдок этот, сука, Люпин гандонский. Вечно с ним какая-то хуйня подобная.
Ебальник держал. Я ее... Вы все умрете сейчас. Вы все умрете. Я волк. Волк? Блять, ёбаный ты конченый. Бля. Тильт пошел. Блин, ну этот сука говно. Он всегда был такой прям вообще. Да хуя непростой. Так, сука. Я и раньше подозревал, что здесь что-то не так, но того, что здесь... Вы все умрете. Сохрани себе, пожалуйста. Вы все умрете. Я волк. Да подохни, мразь! Господи. Люпина, наконец. Лиза Пунчинелло, так звали жену крестного отца. Моносак, мы с ней Где-то плачет ребенок. Так, ну это мы тупо сейчас просто пробегаем. Изиран. Макс, пожалуйста, нет. За что? Я не хотела, прости меня, Макс. Надо следовать за плачем. Насколько я помню. Привет, Гунтис, это финал? Не, ты шо? Сюда, по-моему. Раньше надо было думать, Да, можно будет. когда ты там спать улегся рядом с Люпино. Шутник. Спать улегся. Мишель смотрела на меня. Семья Пейн. Миг счастья, запечатленный на фотокарточке. Я думал, что так будет всегда, пока смерть не разлучит нас. Я не хотел об этом думать. Пока я не думал, это не могло случиться. Но я нарушил это правило. Мысль о смерти все-таки закралась в мою голову, и страх проник мне в сердце. Он уютно обосновался там и начал потихоньку охватывать всю территорию. Фотографии. Фотографии. У нас с Алексом были свои Третий звездные проходил? минуты. Ну да, один раз проходил. Борцы с преступностью, лучшие в объединенном отряде полиции Нью-Йорка и отдела по борьбе с наркотиками. Можно будет повторить. Я бы все отдал, чтобы вернуть его. К сожалению, чудес не бывает. Старых добрых времен. Третья часть все-таки прикольная. В плане стрельбы чисто. Во всем остальном это, конечно, просто лютый пиздец. Ну, типа, в плане сюжета и в плане самого Макса. Обожаю мультики. А про капитана Бейсбольную биту мои любимые.
Смотрел обзор на третью часть, говорят, недооцененная игра. Так, третья часть первой половины идет как алкотрип. Но тут не алкотрип, это наркотрип. Его же Валькирином накачивает все время Макса Пейна. То моносакс, то это пизда старая. Господи, ну, пожалуйста, только не это. Жуткая хуйня, конечно. Их можно резать хоть кубиками, решетить пулями, взрывать, испарять, дезинтегрировать, они все равно. Через 5 минут как... На столе лежал ежедневник Мишель. Макс, пожалуйста, нет. За что? Я не хотела. Прости меня, Макс. Rockstar же, да, делают, по-моему. Там уже все, да? То есть Remedy обратно не выкупят, да? Права на продолжение. Убийца, ты убил ее. В жизни так не бывает. Бейсбольная бита. Бля, Я ебанутая очнулся миссия. от этого кошмара. Голова раскалывалась, как в тисках. Макс Пейн, я тебе завидую, честное слово. А киллер рядом улыбался. Меня зовут Фрэнки Ниагара. Или бейсбольная бита, это уж как хочешь. Ниагара, это потому, что ты любишь слезы лить? Он держал бейсбольную биту, а я был привязан к стулу. Да как он не сдох, блин? Два раза по затылку ударили. Чувство юмора — прекрасная вещь. Возьмем хоть меня. Обожаю мультики, представляешь? Когда в мультиках дерутся, вот это да. Давай-ка передохнем немного. Я бы выпил чего-нибудь холодненького, если не возражаешь. Ты не беспокойся, я скоро вернусь, и мы закончим разговор. Ну, а потом распрощаемся. Мы еще побеседуем, ублюдок. Он, не торопясь, вышел из комнаты, и дверь за ним захлопнулась. Все мы делаем ошибки. Моя ошибка была не в том, что я смеялся над этим бейсболистом. Он избил бы меня в любом случае. Ошибка была даже не в том, что я доверился этой красотке с пистолетом. Я, как идиот, начал охотиться за первым плохим парнем из своего списка. А нужно было сразу метить выше, в главу семьи Пунчинелло. Я не мог заставить себя убить Мону. Похоже, у меня слабость к симпатичным девушкам. Но когда твоей головой решают поиграть в бейсбол, тебя так и тянет рассердиться. Они перетащили меня обратно в подвал гостиницы «Люпино». Я был избит, весь в синяках и кровоподтеках. Я чувствовал себя немногим лучше стула, который только что сломал. Все, что... Все, что у меня было, это бита Фрэнка, липкая от моей собственной крови. Держит его, конечно, как дробовик, сука. Очередное доказательство того, что я почему-то не нравлюсь Пунчинелло. О, кайф. Сейчас подгадаем момент. Блять! Подгадал нахуй просто. От моей собственной крови. Очередное доказательство того, что я почему-то не нравлюсь Пунчинелло. Это территория
сам там разберется. Ну ты, конечно, придурок. Хватай пушки, дурак ёбаный. От моей собственной крови. Очередное доказательство того, что я почему-то не нравлюсь Пунчинелло. Не нравлюсь Пунчинелло. Это территория Фрэнки. Он сам там... Да блять, ёбаный! Тихо! Блять! Да ну это Unreal какой-то просто. Я их тупо собирал и битой хуярил за углом. От моей собственной крови. Очередное доказательство того, что я почему-то не нравлюсь Пунчинелло. Конечно, можно так сделать. Так, дать-ка еще раз. Это территория... Да ёпта! Это территория... Типа... Да. Схема рабочая. Блин, это прям бита 1000 истин. Здесь она мощная. Эти. Блин, вообще обожаю вот эти вот газовые канистры, как их назвать, баллоны. Бам-бам. Очередной заголовок, кричащий об убийстве. Рядом с канализационным коллектором, забитым трупами, Фрэнки оставили свою визитную карточку. С капитаном бейсбольной битой лучше не связываться. Даже велосипедистка, мой злейший враг, как увидит меня, сразу в обморок падает. Ага. Там было столько трупов, что любому потрошителю стало бы не по себе. Беретта, беретта, беретта. Так.
Блядь. Вот это я, конечно, встал хорошо. Вот это прикол. Это что было? Кто-то мне помогает, типа? Ядрить ты, конечно, пулеметчик. Валькирин, Валькирин, Валькирин. Блин, это прям вселенная Джона Уика какого-то прям. Полицейский херачит. Положение быстро менялось от плохого к худшему. Ну, хотя в Джоне Уике вообще даже полицейские. Люди в форме пришли и ушли. Они разрисовали гостиницу мелом и обвязали желтой ленточкой, как подарок на день рождения. Охранники, которые стояли снаружи, были мертвы. В гостинице остались только Фрэнки, его люди и я. О, Фрэнки. Забудь об этом, понял? Забудь и все. Забудь. Была умная кошка. Ты бы слышал, как она орала, когда ребята ее схватили. Пыталась прикончить Дона, прикинь. Да, вот черт. И Трио. Это еще похуже того, чем Фрэнки занимается с тем бедолагой внизу. Да, умирать ей придется долго. Они говорили о Моне. Трио Пунчинелло не предвещало ничего хорошего. Такс. Очередное доказательство. Примечательно, что все опознанные на данный момент жертвы перестрелки в клубе «Рагнарёк» являются преступниками. У многих в крови были обнаружены большие дозы валькирина. Из компетентных источников стало известно, что среди убитых находится и Макс Пейн, хотя его тело пока не найдено. Значит, кто-то думал, что я в руках мафии и не хотел, чтобы полиция продолжала расследование. Им предъявят изуродованный труп, и дело будет закрыто. Этим источником вполне мог оказаться Дон Пунчинелло, власти бы у него хватило. Но его сведения уже явно устарели. Сделать меня преступником было мало. Пунчинелло хотел моей смерти, причем достаточно сильно, чтобы снабдить Фрэнки специальной инструкцией по этому поводу. Макс Пейн устроил нам массу неприятностей. Я хочу, чтобы он умер, как собака. Я знаю, что ты отнесешься к заданию с должным рвением. Того, что я почему-то не нравлюсь Пунчинелло. Так. Ну. Ох, помню, как вчера. В баре отеля было тихо, но Фрэнки был там, как и обещал. Черт, как ты умудрился выпутаться? Ждать надоело. Решил, что мы вполне можем поговорить и здесь. О, я эту мразь забью битой нахуй. Настучала? Бля, нет целого места. Да блин!
ёпта, чуть не попал. Охуенно. А как мне его битой забить? Блять! Блин, вообще не туда. Так. Ты справишься. Ладно. Блять, ты сука! В тайминг нахуй! Блять, я пытался встать на эту штуку. Да сдохни, блядь, на, сука, на, сука, на, сука, на, сука, на, сука, блин. Всё, и, блин, забил его, блядь, бейсбольной битой просто. Спасибо, спасибо. Было приятно с вами познакомиться. Ну что, чё? Я с девчонками больше не играю. Это нечестно. Я заметил хвост, как только отъехал от гостиницы. Это был большой черный Мерседес. Эту машину я уже видел. В прошлый раз при ее появлении начался большой фейерверк. Владимир вернулся. Пиф-паф. Ты убит, Макс Пейн? Я мог бы засмеяться, если бы помнил, как это делается. Во что играем? В казаки-разбойники? Если вам что-то от меня надо, говорите прямо. Спокойно, Макс, расслабься. Ты знаешь, что все новости только и говорят о тебе. Вооружен и очень опасен. Я собираюсь сделать тебе исключительно заманчивое предложение. Обвинение было подстроено. Я не убийца. Это спорный вопрос. Так или иначе, что бы ты ни делал, у тебя были на то причины, так? Выслушаешь меня? Слушаю. То, что Пунчинелло занялся Валькирином, мне здорово мешает. Но это еще не все. У меня был приятель, Борис Дайн. Он выполнял кое-какие поручения. Он капитан грузового корабля «Харон». Недавно он переметнулся на сторону Пунчинелло. Корабль полон компьютеров, оружия, моего товара. Кстати, калаша здесь Если не было. Пунчинелло его получит, он выиграл, а я проиграл. А ты Блин, даже вообще хочется как-то пролетишь сразу мимо перескочить к третьему Макс Пейну. Если хочешь добраться до Пунчинелло, тебе нужны веские доводы. И Хотя я и во могу втором, тебе наверное, тоже помочь. неплохо. Верни мне корабль. Можешь мимоходом пустить пару пуль дай ему в голову, я не возражаю. Оружия там хватит, чтобы устроить конец света. Ну как, берешься? Такой сценарий грех не разыграть. Владимир был из мафиози старой закалки, со своим кодексом чести. Это делало его чуть ли не хорошим парнем. Не святым, конечно, но кто из нас святой? На берегу реки в Бруклине выстроился лабиринт ржавых контейнеров. Такой ночью не можешь не думать о мертвецах, спящих на дне в аккуратных бетонных ботинках. В этом лабиринте не прятался Минотавр, но где-то впереди, на гремящей палубе старого грузовика, меня поджидал шкипер Харона, неумолимый, как старый паромщик у берегов Стикса.
Блин, просто каких-то работяг начал хуячить. Хотя, с другой стороны, почему не вооружены? Так. Забрался. Блядь! Какая боль! Какая боль! О! А теперь боли нет. Ядрить, чё он такой живучий? Кто стрелял? О, обезболивающее. Так, я не заставил себя долго ждать, да? Как будто бы там должен... Блин, да, должны были. Ну рано, кинул рано. Да. А, не, нормально. Убил одного, кстати. Что за... Тварь! Ах ты гнида, бля. У него что, снайперка? Снайпер райфл? Как же сейчас это трясется просто. Огонь по своим. Было близко.
А, он меня с дробовика хедшотнул. Не, на дробовик, кажется, имба в этой игре просто. Блин. Прицельного огня жалко нет. Да что за... Я прям какой-то... неудачник. Чем так не везет-то? Попади, пожалуйста. Я, бля, короче. Блин, как ты попадаешь и как я не попадаю, вообще не понимаю. Хитрить. Твою мать! Наконец-то. Короче, обрез это мета, походу. Твою мать. Я почему-то сомневался, что это счет из химчистки. Рико Муэрте появился. Бля! Почему я не сохранился? Я почему-то Рико Муэрте сомневался, что это счет из химчистки. Сука.
Да ёб твою мать, это что-то еще жестко. Ладно, все хорош. Все. Прохожу с первого раза. Зырьте. Ебать вас дохуя, ёб твою мать. Их так много в этой сложности или как вообще? О. Фри. Не, просто обычный. Ну, я баню только тех, кто ведет себя неадекватно. Спасибо за 3 рубля. Так. О, эту комнату я прям не помню. Ядрить. Да, спасибо. А, лежит. Так. Крысы и масляные разводы. Ай, да ладно. Охереть, ну охереть, ты, мразь. Блин, а куда деваться-то в этот момент? Троллишь меня, неудачную шутку дала? Да... Я как бы, да и не это, не обидел. Спасибо еще за 3. Да люди разные бывают, господи. Уж лучше всего воспринимать серьезно, блядь. Мне вчера один придурок написал. Ну, короче, в Телеграме обычно мне вот в последнее время стали приходить сообщения с предложениями о том, чтобы, ну, хочешь купить рекламу в Телеграм-канале, типа. Ну и, в общем, такой вот очередной написал мне, я ему ответил нет.
И он сказал помидора ответ. И я такой, ну конкретно задушил его за это. Хуйню. Блять, прям под гранату залез. Так он потом, ну короче, докопался до всего. У него вот на аватарке аниме было там. И потом сказал, что он пытается притворяться не тем человеком, которым он является в интернете, и там прочее. Короче, бедняга даже аватарку поменял и меня в ЧС добавил. А его оправдание было типа, это шутка была типа. Ну я и написал, я тоже шучу. Вот. Люди разные. Люди разные. Блин, какой же он мудак. Кидается ебаный. Ах ты тварь, я не забыл этого. Тихо. Че-то душно, блин. Че такие пиздец. Хотя играю уже на самой последней сложности. Неудивительно. Вообще ни разу не играл на этой сложности, сука. Да, оправдывает свое название. Загнанный зверь, блин. Это ты так сравнил меня с тем придурком? Я сказал, люди разные, и ты из всего этого услышал, что ты точно такой же, типа. Ну да. Воистину, люди разные. Так, вот тут я, пожалуйста, сохранюсь. Ой-ой-ой-ой, было близко. Ну, спасибо за стрим. Да. Блин, получается, турецкая лира точно такая же валюта, как и бат, практически. Хотя баты, по-моему, повыгоднее будут. Блин, чуть не упал, сука. Пришло время для снайперской винтовки. У меня кончается троллик, я так понимаю, не так. Да блин, не все стримеры тролли. Все так привыкли к этой теме с иронией и там прочее, и с троллями, что да. Надо менять этот мир, я считаю. Надо быть
выше и лучше, чем или даже не так. Скорее, не надо проецировать на окружающих свои недостатки. Скорее так. Да, спасибо за помощь. Интересно, кто же турецкими лирами донатит? Наверное, кто-то из отряда, да? Кто бы это мог быть? Интересно. Ну не может быть, чтобы это был... Нет. Нет. О, тихо. Блять, ёбаная, умри, пожалуйста. Да чё все хотите пристрелить меня? Пристрели, да пристрели. Безболивающий кайф. Я нашел корабль Дайна. Я тебя не понимаю, мы любой может столкнуться с ним разве? Ну, это я троллю, получается. Это произошел тонкий троллинг. Не все поймут. Есть известна турецкая отряд-группа. Ну, правда, она известна только лишь в узком кругу людей. Поэтому, да. Тогда это получается, она не особо популярна, да? О, Ржавчина давно облепила корпус отлично. грузового прохода. Борис Дам явно был на борту. Мне предстояло убрать половину всей команды, чтобы хотя бы подойти. Спасибо за тренинг. Оружие явно было в трюме, среди крыс и воды с масляными разводами. Чуть было не попал. Бэнь! Так, сохранимся. Опять включил элитизм. Можно просто держать русское мышление в себе, хотя... Да ладно, какое русское мышление?
А! Спасибо за 3. Так. Дай, это Анджело Пунчинелло. Анжи, слушай, а сколько ты заплатил Дайму, а? Держу пари, что больше 10 центов. Макс Пейн, Угадал на этот раз. ты мертвец, приятель. Ты уверен, что ты меня с Даймом не Приятель. перепутал? Но ты прав, мы скоро встретимся и поболтаем. Ты... Избавиться от Пунчинелло было непросто, но когда люди выходят из себя, они начинают совершать ошибки. И к этому хотел подвести Пунчинелло, чтобы тот сам нашел себе могилу. Так, окей. А. Блин, сука такая, почему он впитал, сука, все пули? Ладно, извини, 5 неудачи, продолжаю диалог. Кланяюсь и прощаюсь. Спасибо за 3. Ну и ты меня прости, скорее всего, за то, что ты меня неправильно понимаешь. Ну и вообще я, наверное, не умею действовать диалоги как человек нормальный. Ну и выгляжу, справедливости ради, как фрик-стример. Так что да. Так. Дальше. Бля. Бля. Охереть, он не умер. Бля, какие же крепкие чуваки. Пиздец просто. Ах! Я типа такой, ах! Блин, сука такая. На, я забегаю, врыв, врыв. Эй, почему? Ты что? Какого хрена? Просто не повезло быть первым среди русскоязычных стримеров. Теперь ты врубаешь элитизм. Я не понял. Я не понял. Охуеть. Да ебать, ты чё такой монстр, сука?
ебануться. О, вот это хорошо. Да почему? Ты чё, мудак, что ли? Ты чё делаешь-то, блядь? Блин. Что ты не понял? Ну вот смотри, начал бы ты стрелять, и почему был сейчас на подарок. А, ты типа, окей, с иронией становится, ты первый, понял, ладно. Фу, господи, сколько в тебе надо было влить-то, я охерею. Фу. Да. Не, ну вообще... Одними стримами, конечно, популярность никакого не достигнет. Надо было бы мне делать какой-то внятный, осмысленный, нормальный контент. Тогда, да, скорее всего, что-то и получилось бы. Ну, не знаю, что угодно подошло бы. Предозор. Ты все получил? Первый Half-Life? Я его проходил? Я перед тобой в долгу, если Давно? что-нибудь нужно. За один стрим Это его сольный прошел. номер. Когда я закончу, Пунчинелло больше никому не доставит проблем. Ясно, как пол-литра. Но если окажешься между молотом и наковальней, свистни. Это может быть началом прекрасной Да, я везде дружбы. вроде писал, что Тебе будет явно стрим. нравится Да. вся эта история. Я еще так? подумал, может где-то забыл написать. Это мне все говорят. У меня тут Исправил. твой корабль, хочу встретиться. Нет Пейна, нет корабля. Усек? Ты знаешь, где мой ресторан? Знаю. Через час. Ресторан Пунчинелло знавал лучшие дни. Пейн, ты мертвец. Это мне все говорят. У меня тут твой корабль, хочу встретиться. Нет Пейна, нет корабля. Усек? Ты знаешь, где мой ресторан? Знаю. Через час. А, блять, это Ресторан ресторан. Пунчинелло знавал лучшие дни. Снег валил большими хлопьями, как сажа после Интересно, конца с первого света. раза пройду Но я? это было там, за окном. В ресторане предстояла Очень сильно жаркая сомневаюсь. работа. Я знал, что сам Очень Пунчинелло жарко. вряд ли появится в ресторане, но надеяться никогда не вредно. Спасибо за 3. Офигеть, я помню прям. Ну, примерно хотя бы. Ёлы-палы. Мать твою. Ебать, прошел с первого раза. Пунчинелло горел желанием прикончить меня. Это чувство было взаимным. Он только подливал масло в мой костер. Охереть, я помню. Нормально. Они сторожили
положили настоящее сокровище. Выход из этой адской дискотеки. Командов. Подонок дерьма. Выход из этой адской дискотеки. Выход из этой адской дискотеки. Да, вот этого парня я не помню. Выход из этой Как этих парней всех упомнишь-то, да? Была мои подружки, как говорится. Так. Влад увидел мои сигналы. Рев заводящегося Мерседеса был почти не слышен в диком вое сирен. Ну где ты? Меньше, Мы высадим чем за тебя 3 в минуты усадьбу прошло, Пунчинелло. Звучит неплохо. Быстро. Когда это все закончится, свяжись со мной. Такие, как ты, мне нужны. Я учту. Ночь стонала от холода. Фонари в саду нервно перемигивались. Хлопья снега, попадая в их свет, становились на мгновение мертвенно-бледными, а затем снова уносились во тьму. Я слышал немало страшных историй про трио. Если бы хозяин им позволил, они бы насаживали головы врагов на столбы ворот. Пунчинелло нужен Пейн, и он его получит. Главный секрет заключался в том, что секрета не было, что бы там ни говорили в кино. Не было ни правил, ни тайного заклинания, карты и то и не было. Дело было не в том, насколько ты крут. Это чистая лотерея, а любой, кто думает иначе, просто осел. Все, что тебе остается в этой ситуации, это трепыхаться как можешь, пока можешь. Кто-то заботливо оставил дверь открытой и даже убрал охрану. Я бы поставил на Мону. Я знал, что между мной и Пунчинелло встанет трио. Я читал их дела, толстые, как телефонные справочники. Никто не должен был уйти отсюда живым. Пронизывающий ночной холод последовал за мной. Где-то наверху. Пронизывающий ночной холод последовал за мной. Где-то наверху было трио, актеры, танцующие под равномерное биение собственных сердец с губами красными от крови жертв. Винс Муньяджо, Пилат Провиденс, он же Большой Брат, и Джо Салем, он же Каменюка. Пистолет примерз к моей руке. Боль пронизывала ее после смерти его. Кто-то не оценил здешнее гостеприимство. Кто-то с пристрастием к драматическим эффектам, кто-то самостоятельно выбрался из запертой или в почтальоны. Так. Инграмс. Да, что делают? Держи. Благородство играть не стану, так сказать. Блин, нихера себе. Скажите ребятам сверху. Он заходит, мы стреляем. Винсу, Джо и Пилату убийство не засчитается. Блин, херово закинул. Пистолет примерз к моей руке. Боль пронизывала ее дом после смерти. Кто-то не... перевели в почтальоны.
Так. О! Я оказался быстрее. Это Пейн. Кто-нибудь скажите ребятам сверху. Повезло, повезло. Стерео, я встретился быстро. Лиза Пунчи... Сука! Да что за хрень? За что? Так, сейчас подожди еще раз. Блин, тут граната вообще хоть какую-то эффективность имеет? Я встретился быстро. О, господи. Моя судьба была Лиза. Чётенько. Ублюдок говна. Ёбана. Так, минус 2. Остался последний. Его не остановишь. Эта штука кого лучше остановит? Отойди-ка. Блин, а. Его не остановишь. Эта штука кого лучше остановит? Отойди-ка. Ну, раз уж такая тема. Гранатомет, найс. Все уже кончено. А вот вертолет. Макс Пейн. У телефона. Это Альфред Уоттон. Во дворе только что приземлился вертолет. Вам нужно спешить. Чем дальше, тем веселее.
трио Пунчинелло было покончено. Он здесь, за дверью. Быстрее. Он охотится за мной. Быстрее, пожалуйста. Я слышал, как Пунчинелло вызывают по телефону помощь. Лучше бы он с ними попрощался. Пунчинелло был уже на пределе. Как только я вошел, он Сидит такой. заиграл как белка перед королевским покером. Подожди, не стреляй. Я же делал только то, что мне говорили. Я не мог иначе. Она И где-то как будто бы наверху, в ему... правительстве, может быть. Я не знаю. Я даже не знаю, как будто депутат ждет больше взятку времени, такой но у него не сидит. Собирается получить на лапу. Но... Нет, я ничего ему не сказал. Ёпта, как это было хреново. Чуть не умер. Чуть не умер. Бросай пушку. Не двигаться. Блин, никто не умер. Я ожидал, что всегда все мог сдохнут. сказать, когда у меня есть преимущество. Сейчас его не было. Это была настоящая барракуда. В руке она держала дымящийся пистолет, а за ее спиной стоял отряд наемных убийц. Как мило! Я убью 2 зайцев сразу! Рано или поздно это должно было с вами случиться. Мистер Пейн, пришло время продемонстрировать вам преимущество моей кухни. Будь хорошим мальчиком. Рано или поздно обнаружилось, что леди Удача — обыкновенная шлюха, а у тебя закончились наличные. Джентльмены, здесь мы закончили. Дошли до Отвезите третьей меня части. в холодную сталь. Она вколола мне За двойную 3 дозу часа, лакирила. причем, Я между чувствовал, прочим. как зеленое пламя пожирает меня изнутри. Они превратились в пар, в тени. У меня не было ни малейшего шанса. Эта ведьма прикончила меня почти так же верно, как если бы прострелила мне череп в упор. Тени обступили меня. Их искореженные окровавленные лица горели жаждой мести. Они знали мои слабые места и собрались, чтобы убить меня. Пол превратился в водоворот зеленой крови. Плоть падших ангелов. Плоть павших ангелов. Кто это? Макс? Макс, это ты? Макс, где ты? Отзовись, пожалуйста. Нет, пожалуйста, не надо. Макс, нет, прости меня. Макс, не надо. Нет, Макс, пожалуйста. Макс, где ты? Отзовись, пожалуйста. Письмо уставилось на меня. В этом неразборчивом почерке было что-то неуловимо знакомое. Ты живешь в комиксах, Макс. Правда ударила зеленой молнией, ее свет изгнал из головы ложь. Вся моя жизнь была разбита на неподвижные картинки с подписями и репликами в нарисованных облачках. Я был персонажем комиксов. Забавно. Дальше некуда. Хуже я и придумать не мог. Бармен носит блестящий костюм, а сны делают из мертвых колдунов. Он поет как сумасшедший, склоняясь к их облику. Было плохо слышно. Кто-то дурачился и нес всякую чушь. Я не мог ничего понять. Но меня не покидало сильнейшее ощущение дежавю, и голос звонившего был странно знаком. Окей. Таинственный листок бумаги. В этом неразборчивом почерке было что-то неуловимо знакомое. Ты живешь в компьютерной игре, Макс. Правда зеленым светом осветила мой мозг. Если скосить глаза вниз и влево, увидишь датчики здоровья и оружия. Постоянно повторяющиеся сцены, стрельба, параноидальное чувство, будто кто-то управляет каждым моим шагом. Я был персонажем компьютерной игры. Забавно. Дальше некуда. Хуже я и придумать не мог. Все опасно. Не забудь это. Это все Валькирин.
Было плохо слышно. Кто-то дурачился и нес всякую чушь. Я не мог ничего понять. Но меня не покидало сильнейшее ощущение дежавю. Дежавю. A papira the beast before I on the streets. But I can't papira. Почалось. А, я настолько плохо прыгаю, пиздец. А, ёб твою мать. Блин, ну и дурка, конечно. А, это как? Ну, сука. Я прям думал, что хорошо лечу. Не, лечу-то я хорошо, но я думал, приземлюсь куда надо. Ай, ёшкин кот. Пиздец. Блин, вообще ублюдский уровень. Прыжки тут очень плохо работают. Да ёбана. Блин, так далеко оказывается. А я уже думал. Да твою-то. Ну, блин, это как вообще? Почему ты не прыгаешь-то, ёп? Охереть. Да, ёпт, это шутка какая-то просто. Не, ну видите, как эти прыжки работают просто. Капзда какая-то. Обалдеть, да я даже... Почему хитбоксы какие-то кривые, что ли? А, ну я тут не долечу. А, не, долетел, ничего себе.
сука. Мне тут каждый прыжок надо сохранять, как будто бы. О, ёпта. Ё-моё, чуть не упал. И как же я сосредоточен, ёшкин-кот. Алан-Вейк, да. Блин, да пройти бы Алан-Вейк. Вот, скорее всего, этим займусь на выходных. Блин, какая же дрочь. О, сейв. Чуть было разрыв очка не случилось. Ну блин, пожалуйста, тварь, беги просто. Ах ты мразь. Почему ты не прыгаешь? Да почему ты не прыгаешь? Ах ты балбес говна. Не, ну это просто я херею. Не, ну ты глянь на этого урода, а. Сука. Не, ну он прыгает, конечно, реалистично, прям как я в жизни. Вот, прыжок, вот он. Ну это же игра, ё-моё. О. О, боже, наконец-то, сука. Убийца, ты убил ее. Ах ты, бля, Дота! Мразь! Ебать, он просто ваншотнул меня, тварина. Да сука. Короче, как доберусь до этой колыбели, надо просто сохраниться и все. В пизду. Ай, ну. Это за что? Я сейчас тоже плакать начну вот в этой ебанутой дурке, сука. Тихо, тихо, тихо. Блин, урод, а? Конч, падла, паскуда, тварь. Ох, отлично. Макс! Нет! Макс! Убийца, ты убил ее. А, тварь, сдохни, 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 сдохни. Макс, у меня сегодня на работе такой случай был. Пришла странная записка, что-то там про викингов. Малыш, мне надо бежать. Ты мне вечером расскажешь, хорошо? До встречи, Люда. Следы от пуль на ее груди напоминали ожерелье. Кровь стекала по ее нежной коже. Как же она была красива. Убийца улыбался. Плоть падших ангелов.
Наконец-то. Зеленый кошмар медленно рассеивался, оставляя в моем сердце темные пятна. Я чувствовал себя выжатой тряпкой. Я очнулся в холодном поту, вымотанный до нельзя, в луже собственной рвоты. Перед тем, как я отключился, она приказала отвести ее в холодную сталь. Это был ключ, моя единственная зацепка. У меня ушла целая вечность, чтобы встать на ноги, но, добравшись до машины, я сразу отправился за город на завод «Холодная сталь». Для холодной зимней ночи на заводе было слишком шумно. Я про эту локацию и забыл грузовики и суетились люди. У меня после было этой преимущество локации перед будет этой пострел. ведьмой. Она думала, что я мертв. Мне нужно было попасть внутрь. Ну, короче, я думаю, Поездка за час окончательно управимся. измотала меня. Я уже потерял счет дыханием, которые открывались одно за другим. Здесь... Ну, погнали, короче, похуй. Главное пройти. Блин, 2023 год. Кто не в курсе насчет... Бурлил, вздувался пузырями расплавленный металл. Ну, какого года игра, кстати? Готовность гамма! Гамма. 2003-го, да, по-моему? Если я не ошибаюсь. Охуенная история. Из-за опасных Так. Мгм. О, кольт. Кайф. Перемещение на базу! Cold Steel. Вражеская атака! Атаки. Падла. Сука.
Да, вообще это было странно, конечно. Встать рядом с бомбой. Нормально. Собираем весь наш арсенал обратно. Нихера, у них даже безболеющие есть. Класс. Представляешь, они, небось, и во сне с пушками не расстаются. По именам их называют. Да. А ты свою, значит, по имени не зовешь? Чего? Нет, конечно. А ты что зовешь? Ну, вообще-то да. Ну-ка, ну-ка. Ну, вообще-то... Дик Суди. Погоня за нарушением. Как он сказал, Дик судья? Периметр прорван. Но. Размер ущерба. Блин, их вот эти вот переговоры, конечно, звучат как полный бред. Мрачная история. Охренеть. Ядрить, хорошо, что ты исполнился. Войски готов! Войски готов!
Хедшот. Много интернет, найс. Да ладно. Вражеская атака! Фак. Ну вообще бодро идем. Монитор указал ей. На всех мониторах диспетчерской были разные диаграммы, кроме одного. Подъемник D6. Он был где-то впереди, в самом сердце завода. Бля! Ну и бред.
Да еба... Да, я херею просто. Принято. Элемент. Блин, я же сюда гранатомет выстрелил, как он лежит-то? Погоня за нарушителем! Бля, я, блин. Скорофридра гений. Что это кело? А чё падший? Ой, блин, секретная лаба сраная. Объект D6. Я шел от разгадки к разгадке к концу, каким бы он ни был. А
А когда ты там будешь находиться, ты можешь Мои люди еще здесь. Ты не знаешь, почему эта операция называется? выходить в интернет, смотреть стримы и там прочее? Не думаю, что мертвые хорошо. Ладно, начали. Ну, телефон, наверное, дает, не? Хотя... Внимание всему персоналу. Окей. Процесс самоликвидации запущен. Разрушение модуля З6 необходимо. Здание комплекса. Я уже видел этот логотип раньше. Под столеваркой находился старый военный бункер. На полу был изображен... Бля. Я уже видел под столь... этот логотип раньше. Уходишь, пошла самоликвидация. Как же дохуя Валькирина. Внимание всему персоналу. Процесс самоликвидации запущен. Немедленно проверьте к ближайшему выходу. Я заказал код по USB компьютеру, чтобы джойстик почему-то не Когда он умер, жалкое существование этой лабораторной крысы завершилось. На экране мигал пароль 665. До числа зверя не хватало единицы. Ха! 665. А, нихера себе, это же в Alan Wake 2 было. Отсылочки к Максу Пейну получается. Немедленно проверьте к ближайшему выходу. Эй, выпусти меня отсюда. Я ни в чем не виноват. Они... Спасибо. Я уж думал, так и помру там. Ты мне нужен, чтобы пройти через дезинфекционный шлюз. Ты с ума сошел? Ни за что. Эта штука сейчас взорвется. Выбирай, туда или обратно в камеру. Ладно, ладно, сделаю, но ты все равно псих. Пси. Походу это мне надо в горку на самом деле. Бля, ёпта. Быстрее! Внимание всему персоналу. Процесс самоликвидации запущен. Ближайшему выходу. Decontamination. Я увяз в самом центре этой смертельной паутины.
совершенно секретно. Навык отображался в ведьмы на шпильках, появилась здесь и давно исчезла. И ничего было здесь делать. Название бункера звучало как мрачное пророчество. Я выжил, блин, охереть можно. Ну какой ценой? Сейчас я просто получу пулю одну и пизда. Смерть. Ну тут до конца уровня чуть-чуть, по-моему, остался. Блин. Блин. Ладно, счастье. Нормально, сейчас прыгаем. Я увяз в самом центре этой смертельной паутины. На экране одного из Так. каналов отображался ведьма на шпильках, появилась здесь и давно исчезла. Мне нечего было здесь делать. Название бункера звучало как мрачное пророчество. Так, сейчас надо будет сохраниться. Воу-воу-воу. Я мог упасть сюда. Жесть. Вот так вот. Ты собираешь мозаику, а уложив последний кусочек картона, узнаешь в картине себя, собирающего ту же мозаику. Городская легенда, ставшая реальностью. Подопытные кролики проекта «Вальгалла» были теми самыми наркоманами, которые убили моих близких. Все остальное было простой охотой за головами, которая привела меня к ней, к мисс Валькирии. Фабрика взорвалась и обрушилась огненным дождем за моей спиной. Все мои ориентиры были мертвы и превращены в дым и пепел. Я сбился с пути. Я не спал уже целую вечность. Паршивый предатель. Я был тощ, как скелет. Все это время я жил на пончиках недельной давности. Самое подходящее топливо для костра в моей голове. Я не помнил, когда последний раз видел солнце. Я постоянно переходил с кладбища на кладбище. В темноте Нью-Йорк изменялся до неузнаваемости, и песни Синатра начинают звучать фальшиво. И на улицах этого города, ночного Нью-Йорка, вершатся темные дела. Я сидел в круглосуточной забегаловке и пил кофе. Не помню, которая по счету чашка мерзкой маслянистой жидкости ожидала своего часа, когда со мной связался ПП. Что там стряслось на Роско-стрит? Макс, у меня тут проблема. Нам нужно встретиться и решить, что делать дальше. Жду в 2:30 в гараже Acquire Communications. Чем больше я думал об истории с убийством Алекса, тем больше убеждался, что это сделал кто-то из своих. Это можно было предвидеть. ПП продал меня мафии и теперь собирался завершить начатое. Гараж пустовал. ПП был в костюме от хорошего портного, при золотых часах и запонках в тон. Разумеется, все куплено на зарплату полицейского. Макс! Обволакивающий вкрадчивый шарм. Плевать, он убил Алекса. Что означает ПП? Паршивый предатель? Прекрати. Вот, возьми лучше сигару. Не курю. Макс, ты даже не представляешь, от чего отказываешься. Это же... Отлично представляю. Ты продажный подонок, который предал своего партнера за 30 серебряников. Отряд бандитов в метро. Вернее, не бывает. С Алексом ты, небось, так же говорил. Доверительно, а? Эту игру ты не выиграешь, Макс. Нет, но я позабочусь, чтобы вы ее тоже не выиграли. ПП оказался очередным опереточным злодеем.
Полицейский взяточник, трус, сбежавший с поединка, предоставив своим прихвостням довершить это грязное дело. Охереть. Блин, как же меня выручает Командос. Амочка, амочка. Что творят? Да ну нахер. Ебал дремал. Ебать. О, жесть какая-то.
Да. Привет, Итро. Именно так и происходит тут. О. Плотненько, да. Да. А почему? Ебать, этот дробовик я помню, нахуй. Джек Хаммер называется. Блядь, совершенно ебанут. А я как, в смысле, не сохранился или чё? Почему? Короче, снайперская винтовка пора шмалять. А, блядь, сохранение кончилось. Закрыл. Бля, дота, еб... Это было обидненько, обидненько. Увы. Да. Можешь общаться чисто этими смайликами. У тебя хорошо получается.
Джек Хаммер до этого, но ебанутый стол совершенно. Да блять, в смысле нахуй я далеко был? Пиздец, игра, ты чё нахуй? Хедшот, хедшот, хедшот. Камшот, камшот, камшот. Какова была, блядь, вероятность, что эта сука попадет в бочку позади меня? Пипец. Стоишь, блин. Наконец-то. Бля, так. Джек Хаммер 10. Ту-ту-ту-ту-ту. Мы артстепик, нансестатик. Будем стиль шатинг, стиль гивинка и отшотс. Буом экшот, буом экшот, буом экшот. Мое сердце бьется, мои руки дрожат, но я продолжаю стрелять. Продолжаю давать хедшоты, бум хедшот, бум хедшот, бум хедшот. Да. Раунд. Помнишь мем? Бля, ты сука, что ли? СКС. Ну, я слышал, походу, эту тему, но не видел. Бля, сука, какая же ты живучая мразь, походу. Наконец-то, собака говна. Зазвонил телефон-автомат. Это был пиздец сейчас. Да. Сохранение кончилось на этой миссии. Это Альфред Уотон. Я могу сказать вам имя вашего врага. Приходите в Асгард Билдинг. Мы ждем вас. Уотон ждал меня на ступеньках старого муниципального здания. Мистер Пейн, пройдемте внутрь. Всем просто не терпится начать. Всем? Несмотря на всеобщее заблуждение, этот дом на 2 года старше здания мэрии. Это самая старая муниципальная постройка в Бруклине. Да что вы. По пути через темный зал с куполообразным сводом он продолжал изображать гида. Впереди маячили ответы на все мои вопросы. Мистер Пейн, позвольте представить вам моих коллег по малому кругу, как мы его называем.
Вы, похоже, насмотрелись секретных материалов. Вы уже ознакомились с файлами по проекту Вальгала. Мы можем восполнить некоторые Вальгала. пределы ваших сведений. Блядь, Этим что проектом не мы так с занимались с самых этими ранних стадий его разработки. переводчиками? А зачем это нужно вам? Озвучки и Мы так бы с далее. большим удовольствием подорвали всю эту хлам, но у нас связаны руки. Это Николь Хорн. Она была одним из главных вдохновителей проекта. Когда финансирование проекта остановили, она отказалась завершить исследование. Она прекрасно понимала, что попало ей в руки. Николь Хорн – президент Айзер Корпорейшн. Ей принадлежит больше половины города. Это нужно держать в секрете. Если вы попытаетесь обнародовать эти сведения, мы будем все отрицать. Вы должны избавиться от нее. Тогда мы защитим вас и снимем все обвинения. Эти слова были знаком для отряда наемников. Двери распахнулись, и они влетели в... Шоу было великолепно, но я решил не дожидаться конца. Падать пришлось невысоко, и повезло. Последнее известное расположение внутренней ночи. Обнаружить и Блин, это ебанутый уровень был, я помню. Совершенно конченый. Бля, эта сука собирается туда-сюда бегать, что ли? На одном из мониторов было видно, что осталось от малого круга. Внезапно труп Уодена ожил и самодовольно оглядел своих мертвых товарищей. В стране слепых и кривой король. Я не знаю, как ему это удалось, но это был блестящий способ забрать назад все обещания. Большая часть того, что он говорил, слишком походила на правду, чтобы быть пустой болтовней. Стоите. Гандонское дерьмо. И чё, и все? А, нет, я могу, подождите.
Так, погоди. Короче. Так, подождите, хуйня какая-то. Так. Ядрит, ты че из Dark Souls, что ли, чувак? Охереть, он перекатывался. Я балдею, сука. Бля, вот сделал байже. Блин, сука, как ниндзя просто. Хорошо, что я сохранился. Ого, ничего себе. Нормально. А что вы ответите тем, кто утверждает, что Макс... На столе лежала ее кассета. Николь Хорн заставляла малый круг молчать угрозой шантажа. К кассете прилагалась короткая записка. Забрал. Одан оставил для меня подарок. На плане главное... Похоже, ничто не способно... Ебать. А что вы ответите?
Ни одно попадание, все хп почти снимает. На столе Николь видел кассету. Вот он оставил для меня подарок. На Да умри, козел. Ха-ха-ха, это за что? Ну, короче, лучше так. Погоня за нарушителем! Ну, конечно. О, привет, сам. Маневр блокирования! Маневр. Шевелитесь там! Вот так вот. Не, нахер, я сохранись, пожалуйста. Парам-парам-парам. Это кто так шмальнул мощно? Вообще не понял. Этот снизу, что ли? Так. Да, крутой саундтрек. Не самый лучший фильм. Это Матч Кэссиди и Санденс Кид. Как он там выходит в конце? Не слышал никогда. Нет? Эти мгновения. Что за... Что? Стоять! Держите, братья. Там! Что за... Так. На. Так, я херею с этой 3 года снилось есть. 3 года кошмаров, где я подхожу к ним вплотную, а затем все рушится. Теперь но я подошел удивительно то, что я Теперь меньше, подошел чем вплотную за именно 6 ему. часов это Я игру пройду. знал имя своего врага. Или даже за Николь 5. Хорн. Не знаю даже. Мне было нечего терять. Получится. И это на самой высокой сложности, между прочим. А я прям что-то думал, что будет вообще кошмар.
Блять, урод. А, твою мать, гондонский, Мне было нечего терять. Поль Хорн. Мне было нечего терять. Поль Хорн. Мне было нечего терять. Максимальная боль. Тут сохранился. Блин, а? Так. Ублюдок. А, да? Да говно какое-то, сука. Ну ты чё? Что это было? Паскуда.
попал ведь все равно. Попал. Давай, 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 давай. Так, в какой-то момент он будет сохраниться. Как же ему насрать, он чё, пожарник нахуй? Даже не крикнул, ничего не сказал. Типа, ой, ай, просто вышел. Ебал мне сносить. Так. С этими так. С этим так. С этим тоже так. На все ответ один у меня будет. Так, тут я, пожалуй, сохранюсь. Зашибись. ЦРУ необходимо подкрепление. Ублюдское дерьмо. Так, сохранимся. Берите его, пора с этим делом покончить. Блять, отъебись от меня. О, ядрить с первого трая. Повезло, повезло. Терять нечего. Мой подход к задаче был не из оригинальных. Да это было и не нужно. Все новое — это хорошо забытое старое. Око за око. Вот главный принцип мести. Старый как мир. И все еще действующий. Главное правило, когда охотишься за кем-то и хочешь его убить, это не питать к нему личной неприязни. Впрочем, чаще всего это не получается. Не получилось и у меня. Я провел достаточно времени, скитаясь по заснеженному городу. Спешить было некуда, я знал, что должен делать. Я немало времени потратил на обдумывание всего этого. Наконец, я припарковал очередную угнанную машину у главного входа в здание Айзер Корпорейшн. Выйти, войти и за дело. Для Николь Хорн у меня была припасена пуля с ее именем. Против ее ультрасовременной системы защиты и армии вооруженных до зубов охранников, вполне достаточно, чтобы начать Третью мировую войну. Страха я не чувствовал. Это было ее царство. Изящное и холодное царство стекла и стали. Царство магнитных карточек, металлодетекторов и с видеокамерами на каждом шагу. Нормально. На какой-то машине приехал. Чем морозильная камера. Холодная, как ствол пистолета. Ну что ж, погнали.
Охереть. Блин, куда ты лег-то, ё-моё? Матрица же первая СНД. Оно. Пиздец. Все-таки покоцали. Я хуею. Бля, ебанутая какая-то. Не, ну этот уровень вообще конченый. Я охренею, серьезно. Так, этих, ну, надо как-то так аккуратно брать. Иначе никак. Пиздец. Блин. Так, короче, надо будет сохраниться после гранатометчиков. Это пиздец. Да ебать, как я не попал. Сука, да что за пиздец? Бля, похуй нахуй, короче. Блин, даже так не получится. Я охренею, это жестко. Ну как вообще? Надо как-то вот так вот прям. Бля, это пиздец. Я уверен в том, что на обычной сложности там только один гранатометчик. А вот на это ебануто их трое, блядь. Да почему ты криво так стреляешь-то, сука, я аж прям цель туда. Я совсем забыл про замедло. Реально.
Бля, ядрить, я это сделал, охуеть. Так, хорошо. Сохраняемся. Агента Смита, ссылка. Да ты падла, что ли? Ладно. Ну чё такие пули медленные-то? Да, в них дохуя хп, пиздец. Бля, граната тебя не убила, типа, хочешь сказать? Сука. Просто ебать. Так. Нет, мои шаги так звучат. Да. Любопытно. Так. Так, гранатомета. Ублюдок дерьма. Ты сука, что ли, бля? Макс, нам пора прекратить встречаться вот так. Скорее будет холодный день в аду, чем я позволю полицейскому меня остановить. Мисс, приступайте. Успокойся, Макс. Ты хороший парень, а я не убиваю хороших парней. Блять, она как Когда Холм диснеевский отправил мультик меня какой-то. убить Пунчинелло, чтобы порвать связи с мафией, это было совсем другое дело. То же самое и сейчас, только плохой парень здесь. Это она. Ее сестра за меня попросила. Я неплохо был знаком с желаниями призраков. Они хотят мести. Макс! Нет,
Прогремел выстрел, Прям и в она голову. медленно повалилась на пол. Она была неплохая девушка, совсем не из хладнокровных убийц. И вот теперь кровь медленно остывала в ее жилах. Армия Хорн надвигалась на меня, как толпа фанатиков. Он здесь. Какой пиздеж ебаный, блядь, иди нахуй. Ну и дерьмо. Да пожалуйста, дай перепрыгнуть, твари. А. Спейн обнаружен. Обнаружен. О, сука. Когда лифт спустился обратно, Моны в нем уже не было. Осталась лужа крови, но тело исчезло. Мой разум еще никогда не был так ясен. Казалось, что где-то там, наверху, снежные тучи наконец-то растаяли, и из черной глубины неба вниз смотрят холодные звезды. Есть куча классных боевиков, а я говорю о самых крутых. Там всегда время при перестрелке как бы замедляется. Ты видишь, как пуля летит, а герой от нее уворачивается. Вот было бы классно так научиться. Эй, там! Обнаружен. Когда лифт... Есть куча классных. Обнаружен.
Есть куча классных боевиков. Бля, да, сохранение. Я получил доступ к основному блоку. Там можно было отключить систему безопасности и попасть Я получил доступ к основному блоку. Там можно было отключить систему безопасности и попасть Я получил доступ к основному блоку. Там можно было отключить систему безопасности и попасть Бля, тут еще вертолет сейчас будет. Сука, среагировал. Был личным псом Хорна, и искал он меня. Не могу стерять. Я ведь не киллер с ледяным сердцем, я хороший парень. Я люблю жену, у меня двое мальчишек. Ебать, вот это я среагировал. Хорошо. Бля, их много. Господи. Господи. Все уровни защиты были отключены. Осталось добраться до лифта и подняться наверх. Наверх. А, твою мать! Сохранись, пожалуйста. Одно сохранение осталось, блядь. Что-то я зря подсохранился. Так, впереди, сука, душно было. Все уровни защиты были отключены. Осталось добраться Когда до уже лифта и последний подняться выстрел, прям наверх. скоро. Ой, блядь, а там же пиздец полный. Это же все не единым пойдет, как очередное, как отдельная глава, я надеюсь. Там же вообще пиздец будет дальше.
Ах ты... Подонок. Так. Вот бы мины были бы или что-то в этом роде. Вообще было бы хорошо. Но там надо гранатометом бахнуть. Все уровни защиты были отключены. Осталось добраться до лифта и подняться наверх. Наверх. Ну, как будто нейросеть говорит на самом деле. Не, я понимаю, конечно, голос-то прикольный, вся хуйня, но... Какой же он просто... мега ублюдский. Ах ты, сука ебаная! Не, ну это супер тяжко. Сейчас 42 ночи уже, пиздец. А мне надо сделать последний выстрел. Все уровни защиты были отключены. Осталось добраться до лифта и подняться наверх. Бля, я сам чуть не умер, сука. От своего же выстрела. О! Персональный компьютер. Хорн был включен. О, слава тебе, Господи! Кажется, дело с белыми крыльями, которые... Сука, я уж подумал, пиздец. Пришлите подкрепление быстро. Макс Пейн, это бесполезная трата времени. Смерть твоей семьи была неизбежна, необходима, и это уже случилось. Все, ты ничего не можешь сделать, слышишь? Блин, мне бы обезболивающее. Макс Пейн, ты ведешь заведомо проигрышную игру. Ты не выживешь, ты умрешь. Прекрати эту битву, ты распять остаток жизни. Прими свою судьбу. Гондонский членосос.
трата времени. Смерть твоей семьи была неизбежна, необходима, и это уже случилось. Ты ничего не сможешь сделать, слышишь? Макс Пейн, ты ведешь заведомо проигрышную игру. Ты не выживешь и умрешь. Прекрати эту игру, не усложняй остаток жизни. Бери свою судьбу и умрешь. Честь. Бля. Да ну нахуй, я не сохранился, что ли? Коридору лифта. Пришлите подкрепление быстро. Макс Пейн, это бесполезная трата времени. Смерть твоей семьи была неизбежна, необходима, и это уже случилось. Ты ничего не сможешь сделать, слышишь? Нифига себе, это быстро произошло. Гори, Гондонский. Макс Пейн, не будь ребенком, тебе не победить. Ты уже проиграл, проиграл. Только смерть избавит тебя от боли. Я хренею с этой... ситуация. Макс Пейн, не будь ребенком, тебе не победить. Ты уже проиграл, проиграл. Только смерть избавит тебя от боли. Прими неизбежное. Сдавайся. Блять, это пустой. Он в северной гостиной. Пришлите подкрепление. Макс Пейн, не будь ребенком, тебе не победить. Ты уже проиграл, проиграл. Только смерть избавит тебя от боли. Прими неизбежное. Сдавайся.
Блять, да сколько вас... Охуенно ты лёг. Что значит не остановить? Вы превосходите его по всем мыслимым параметрам. Вы лучше подготовлены, лучше вооружены. Вас больше, наконец, вас 20 на одного. Делайте свое дело. 20. Окей, теперь узнаю, сколько их осталось. Щищ. Охереть. О, вот он финал, блядь. Вас понял. Пытаюсь приземлиться. Это, похоже, непросто. Она на борту. Снимаемся, как только ветер утихнет. Не нравится мне эта антенна. Ты нахуй пойдешь, сука! Пиздец. Блять, я не сохранился, что ли? Бля, попадает же чисто вообще. Вас понял. Ну, Пытаюсь какая, приземлиться. сука, прям Это, похоже, такая непросто. бодрая бабка.
ветер утихнет. Не нравится мне эта антенна. Она на борту. Снимаемся, как только ветер утихнет. Не нравится мне эта антенна. Одна минута до взлета. Секунд до взлета. Вот и поставили жирную точку, так сказать, в этой истории. За 5 часов прошли. За 5. Вот если бы еще с самого начала я бы, если бы скипал катсцены диалоги, вот эти вот, то еще быстрее прошел. Тупил, конечно, немного в некоторых моментах. Застревал. Даже с учетом всего этого неплохо получилось. По-моему, это мое самое первое, точнее, быстрое прохождение за 5 часов. Все они были мертвы. Последний выстрел поставил жирную точку в этой истории. Я снял палец с курка, все было кончено. А потом все было кончено. Буря утихла, и рваные облака расступились. На небе засияли звезды. Макс Пейн, это старший инспектор Джим Бравура. Здание окружено. Бросайте оружие и ложитесь лицом вниз. Руки за голову. Руки за голову. Поближе к небесам. Голоса полицейских слышались издалека и были приглушены. Не двигаться! Полиция Нью-Йорка. Мои призраки наконец-то прекратили меня преследовать. Нью-Йорк внизу напоминал россыпь бриллиантов на черном бархате. Ну ты нас и вымотал. Отвези его в центральный участок. Ты слышал, что он сказал? Уоден был там, в толпе за лентой заграждения. Ничего не закончится, пока человек с повязкой на глазу не скажет то, что должен сказать. А он скажет, я знаю, лучше бы ему сказать. Уоден довольно улыбнулся. Это была улыбка победителя. И победителей было двое. У него же видеокассета есть, по идее. Уодена можно продолжать шантажировать. По идее. О, секретный уровень. Пиздец вас много, нахуй.
Ну-ка, 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 ну-ка. ТЕ-3. Вперед. Здорово. Все. Ха. Ну, смотрите-ка, молодая команда Remedy. Вот он стоит. Самлей. Еще всякие другие люди. А вот Джим Бравура. Да. Интересно. Это они типа здесь работали? А, или просто фотки какие-то. Да. Такие дела. Прикольно, прикольно. Годнота.
Логотип Ремеди. Сгорел Макс Пейн. Да, хорошая, замечательная игра. Только вот удивительно то, что я вообще думал, что на него уйдет стрима 2. Но, блин, довольно-таки неплохо справился. Быстро. За 5, сука, часов. 5. Ну что ж, ладненько. Давайте прощаться. Увидимся когда-нибудь. Наверное, завтра. И на этом все. Хорошо поиграли. Отличную игру прошли сегодня. Возможно, и вторую часть будем играть. Да. Всем пока.